Национальный центр «Россия» – пространство гордости за свою страну и людей, которые в ней живут. Аналогов ему в мире нет. Здесь работает постоянная экспозиция «Путешествие по России». Это наглядная демонстрация достижений нашей страны в прошлом и настоящем. С момента открытия Национального центра в ноябре 2024 года прошло более 10 выставок. Мы сотрудничаем с лучшими производителями страны. В универмаге «Россия» можно найти продукцию, созданную руками и сердцем. В гастрономических рядах представлены кухни народов России. Через вкус можно многое узнать о стране, ее традициях и культуре. Национальный центр – это сотни культурных, образовательных, деловых и международных событий, важных для всего мира. Мы соединяем сердца на первом, единственном в мире свадебном фестивале. Это бережное сохранение традиционных семейных ценностей. Мы бережно храним память о подвигах героев и объединяем людей со всех уголков России, создавая живую связь прошлого, настоящего и будущего. Особое внимание уделяем молодежи и развитию их профессиональных навыков. В школах юного экскурсовода и журналиста мы признаемся в любви к родине. В 2029 году откроется новое здание Национального центра в Москве. Внимание! Вносится флаг Российской Федерации и флаг Федеральной таможенной службы. Первый Всероссийский молодежный таможенный форум объявляется открытым. Звучит гимн Российской Федерации. Молодежь в таможне – это не просто кадровый резерв. Это креатив, энергия, которая перезагружает привычные процессы и открывает новые горизонты. Молодые таможенники – это тысячи рук, готовых помогать. Это участие в волонтерских организациях, сбор гуманитарных грузов, помощь там, где это нужно. Молодость – это забота о старшем поколении, бережное отношение к традициям. Вы храните память, равняетесь на героев
и сами становитесь опорой для тех, кто рядом. Молодость – это ваш спортивный азарт и творческая энергия. Молодость – это ваш голос в молодежном совете. Вы предлагаете идеи, влияете на решения, строите корпоративную культуру, несете сквозь время память о подвиге народа. Первый молодежный таможенный форум собрал тех, кто выбирает созидание. Это синергия тысячи молодых сердец, бьющихся в унисон с ритмом страны. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые участники, гости форума! Мы рады приветствовать вас на первом Всероссийском молодежном форуме таможни. Еще раз аплодисменты. Сегодня в Национальном центре «Россия» собрались представители федеральных органов государственной власти, всех таможенных органов от Калининграда до Сахалина, общественных организаций, руководители, эксперты и молодые специалисты, чтобы обсудить ключевые направления развития государственной молодежной политики и возможности профессиональной реализации молодежи на государственной службе. Для зачитывания приветственного адреса от руководителя Федеральной таможенной службы Валерия Ивановича Пикалева на сцену приглашается заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Ольга Александровна Смоляга. Добрый день, уважаемые коллеги, гости, дорогие друзья. Я рада приветствовать вас на этом значимом для таможенной службы мероприятии. И позвольте мне выполнить ответственное поручение руководителя Федеральной таможенной службы Валерия Ивановича Пикалева и зачитать его приветствие участникам форума. Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Искренне рад приветствовать вас на первом Всероссийском молодежном таможенном форуме. В год 35-летия Федеральной таможенной службы мы открываем новую площадку для профессионального диалога, обмена идеями и поиска решений, направленных на дальнейшее развитие таможенной службы. В век стремительно развивающихся технологий очень важно внедрять передовые наработки в нашу профессиональную деятельность. Основные участники форума – это вы, инициативные, талантливые и неравнодушные молодые сотрудники таможенных органов. Именно вам предстоит определить то, какой будет таможенная служба завтра. Уверен, что именно молодежь способна предложить смелые, нестандартные и эффективные подходы к внедрению инноваций и сделать нашу работу более современной, удобной, результативной. Двигаясь вперед, мы должны бережно сохранять то, что составляет фундамент нашей профессии – преемственность поколений, верность традициям, уважение к опыту ветеранов и наставников. Именно связь поколений обеспечивает непрерывность развития, передачу профессиональных знаний, практических навыков и формирование высокой культуры служения государству. Искренне благодарю ветеранов таможенной службы за участие и бесценный опыт, которым вы щедро делитесь с молодым поколением. Не менее важной задачей форума является развитие взаимодействия между молодежными советами регионов. Нам необходима единая команда единомышленников, объединенная общими ценностями, готовая совместно реализовывать лучшие практики и масштабные проекты. Форум должен стать отправной точкой для такого сотрудничества. Особое значение форуму придает участие представителей молодежных советов федеральных органов исполнительной власти. Сегодня государственное управление невозможно представить без эффективного межведомственного взаимодействия. Оно позволит реализовывать совместные проекты, обмениваться успешными управленческими решениями и формировать единое молодежное профессиональное сообщество государственных служащих.
Именно на уровне молодых специалистов сегодня закладываются прочные основы будущего партнерства между ведомствами, основанного на взаимном уважении, доверии и общей ответственности за развитие нашей страны. Еще одним важным направлением форума должно стать развитие профориентационных проектов, чтобы лучшие выпускники школ и вузов осознанно выбирали профессию таможенника и службу в таможенных органах. Убежден, что работа форума будет носить практический характер, а результатом станут инициативы, которые смогут получить дальнейшее развитие и найти применение в деятельности таможенной службы. Для нас важны ваши идеи, ваш взгляд в будущее и готовность брать на себя ответственность за реализацию предлагаемых решений. Желаю всем участникам плодотворной работы, содержательных дискуссий, профессионального общения и ярких проектов. Пусть форум станет началом новых традиций, возможностей и достижений нашей молодежи. Объявляю первый молодежный таможенный форум открытым в добрый путь. Руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Иванович Пикалев. Спасибо. Ольга Александровна, спасибо вам огромное. Не уходите, пожалуйста, со сцены, потому что я приглашаю вас принять в церемонии награждения. Приказами Федеральной таможенной службы России от 15 июля 2026 года за безупречное исполнение должностных обязанностей, активное участие в реализации молодежной политики Российской Федерации, благодарность руководителя Федеральной таможенной службы объявлена Маргарите Владимировне Валиевой, главному государственному таможенному инспектору отдела инспектирования и профилактики правонарушений Челябинской таможни. Служу России. Юлии Раильевне Валиуллиной, заместителю начальника отдела документационного обеспечения Центрального таможенного управления. Служу России. Ангелине Андреевне Гаенко, главному государственному таможенному инспектору Западного таможенного поста Калининградской областной таможни. Служу России. Анастасии Васильевне Железняковой, главному государственному таможенному инспектору отдела таможенных процедур и таможенного контроля Луганской таможни. Служу России. Нине Васильевне Козловской, консультанту отдела контроля таможенной стоимости Северо-Западного таможенного управления. Служу России. Марии Андреевне Красновой, инспектору отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Приволжского таможенного управления. Служу России. Веронике Юрьевне Кузнецовой, главному государственному таможенному инспектору отдела проверки деятельности лиц Северокавказского таможенного управления. Служу России. Антону Игоревичу Макарову, старшему дознавателю отдела организации дознания Дальневосточной оперативной таможни. Служу России. Марьяне Андреевне Макарской, инспектору таможенного поста аэропорт Шереметьево, грузовой Шереметьевской таможни. Спасибо.
Служу России. Анне Сергеевне Пастуховой, главному государственному таможенному инспектору отдела инспектирования и профилактики правонарушений Уральского таможенного управления. Служу России. Дарье Олеговне Пироговой, старшему оперуполномоченному отдела взаимодействия с правоохранительными органами таможенных служб зарубежных стран и международными правоохранительными организациями Главного управления по борьбе с контрабандой. Служу России. Алене Викторовне Солдатенковой, главному государственному таможенному инспектору отдела по связям с общественностью Дальневосточного таможенного управления. Служу России. Дорогие друзья, мы вас поздравляем от всей души и сейчас просим немножко в центр сцены собраться для торжественной фотографии. И можно аплодисментами, конечно же, одарить наших награждаемых. Они это заслужили. Спасибо вам большое. Еще раз поздравляем вас. Проходите в зал, пожалуйста. Пусть овации не умолкают. Вот как-то хочется сегодня, знаете, такой зал красивый, вы такие красивые. Хочется придать торжественности еще больше. Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается статс-секретарь, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Валерьевич Аширов. За активную гражданскую позицию, оказание содействия в реализации молодежной политики Российской Федерации, благодарственные письма от Федерального агентства по делам молодежи вручаются Юлии Вааговне Акджаян, главному государственному таможенному инспектору отдела по связям с общественностью Южного таможенного управления. Служу России. Марии Сергеевне Гончаровой, главному государственному таможенному инспектору организационно-аналитического отдела Курской таможни. Служу России. Екатерине Руслановне Крюковой, начальнику отдела Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования. Спасибо вам большое за работу. Служу России. Галине Николаевне Николаенко, главному государственному таможенному инспектору отдела пенсионного обеспечения Сибирского таможенного управления. Спасибо большое за работу. Поздравляю. Служу России. Ахмеду Ахмедовичу Сулейманову, инспектору Магарамкентского таможенного поста Дагестанской таможни. Поздравляю. Спасибо. Служу России. Ольге Николаевне Тверезовской, начальнику отдела Главного организационно-инспекторского управления. Спасибо большое за работу. Спасибо.
Служу России. Дорогие друзья, мы вас поздравляем от всей души, от всего сердца и просим в центр сцены для торжественной фотографии. Мы еще раз вас поздравляем. Спасибо вам огромное за ваш труд и приглашаем в зал. И мы приглашаем заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Ольгу Александровну Смолягу и статс-секретаря, заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дениса Валерьевича Аширова пройти в деловую зону для подписания соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Федеральной таможенной службой и Росмолодежью. А я приглашаю на сцену для приветственного слова заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольгу Викторовну Петрову. Добрый день, уважаемые коллеги. Вы знаете, очень почетно быть сегодня здесь, на этой сцене, и я очень надеюсь, что стартовать добрую традицию. Первый Всероссийский молодежный таможенный форум. Это на самом деле то, что помогает, наверное, еще больше всем нам осознать роль таможенной службы. И я хочу сказать огромные слова благодарности всем вам, уважаемые коллеги, за то, что вы своим личным примером вдохновляете наших студентов, которые идут обучаться на кафедре таможенного дела в университетах очень-очень активно. И один из самых больших конкурсов, который всегда был, и я уверена, что и будет, это именно на специалиста таможенного дела. И это не случайно, потому что вы от Калининграда до Сахалина стоите на страже границ нашей Родины. И слово «служение» для вас — это слово, которое настолько внутри вас, и вы своим примером показываете, как нужно. И все наши традиционно духовно-нравственные ценности являются вашим кодексом этики, и вы это проходите через это ежедневно. Спасибо вам большое за ваше служение. Мне очень хочется, чтобы форум был расширен и на студенческую молодежь. Может быть, старшекурсники тоже могут стать частью, чтобы посмотреть и поставить себе цель, чтобы через какое-то время также стоять на этой сцене, получать награды и понимать, что наше общее служение — это то, что нужно нашей стране для того, чтобы наша великая Россия развивалась, сохраняя и усиливая свой суверенитет во всех направлениях. Я желаю удачного форума. Ольга Александровна сказала, что программа у вас очень-очень насыщенная, и это, наверное, по-другому быть и не может, потому что ваша служба, которая 24/7, всегда и насыщенная, и активная. И спасибо вам, и низкий поклон за ваш труд. Спасибо. Ольга Викторовна, спасибо вам огромное за эти теплые искренние слова. Спасибо вам большое. Внимание! Выносится флаг Российской Федерации и флаг Федеральной таможенной службы.
Прошу садиться. Дорогие друзья, сейчас мы переходим к пленарному заседанию, тема которого — реализация молодежной политики, возможности для молодежи. И я приглашаю на сцену для участия в пленарном заседании председателя Всероссийского союза ветеранов таможенной службы Александра Борисовича Машковцева. Статс-секретаря, заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дениса Валерьевича Аширова. Заместителя генерального директора Российского общества знания по развитию Ирину Игоревну Карих. Также на сцену приглашается заместитель председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Ксения Александровна Янова. И первый заместитель руководителя исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт» Сергей Олегович Горбунов. И я приглашаю на сцену вице-президента банка ВТБ Александра Витальевича Ефанова. Пожалуйста, занимайте свои места. Давайте мы еще раз поприветствуем наших гостей. Уважаемые коллеги, уважаемые гости, наверное, будет правильным сказать, что говорить о молодежи, о развитии молодежи надо непосредственно с молодежью. Сегодня эта мысль уже звучала, что именно от молодежи мы услышим самые интересные, самые креативные предложения и вопросы. Поэтому пленарное заседание мы решили сделать с элементом интерактива. После того, как все наши эксперты выступят со своими презентациями, у вас, уважаемые участники форума, будет возможность задать несколько вопросов. Я думаю, что вам будет что спросить, а может быть возникнуть прямо здесь какие-то предложения. Мне кажется, это будет правильным, если мы вот такой диалог выстроим. Вообще хочется, чтобы на форуме, на всех площадках были диалоги. Итак, мы начинаем. Александр Борисович, первое слово мне хотелось бы предоставить именно вам. Александр Машковцев. Спасибо. Ну, во-первых, уважаемые коллеги, уважаемые участники форума, я хотел бы поздравить с этим знаменательным событием, с первым молодежным таможенным форумом, организованным в преддверии 35-летия Федеральной таможенной службы, и поскольку я отношусь к ветеранской организации, и 30-летия Всероссийского союза ветеранов таможенной службы, который в этом году мы также отмечаем. Я хочу поздравить награжденных и небольшое такое отступление. В 1990 году, когда еще был СССР, начальник Главного управления государственного таможенного контроля при Совете министров СССР Бояров Виталий Константинович, эту фамилию и имя многие знают и помнят, он сказал, есть, говорит, у меня мечта, чтобы в системе было больше женщин. Вот я думаю, по награжденным вопросов больше не осталось. Вот. Поэтому, что очень важно, конечно, сказать, переходя к теме. За 35 лет уже воспиталась большая плеяда профессионалов в области таможенного дела, которые сами стали ветеранами и сегодня уже являются наставниками молодежи на местах. Очень сильно взаимодействуют молодежные организации с ветеранским движением. Наши представители помогают где могут. На местах это очень явно видно, в таможенных органах активно проходят встречи, идет обмен опытом, идет обсуждение истории развития таможенного дела. Рассказывают и знакомят молодежь с тем, как таможни развивались, становились. Потому что где бы ты ни работал, но когда ты работаешь в определенном месте, очень важно знать его традиции, его ценности. И это то, что пытается донести молодому поколению ветеранские организации и ее, естественно, непосредственно члены этих организаций. Но что приятно, помимо профессионального общения, ветераны и молодежь общаются на уровнях досуга.
это коллективно и вместе участвуют в художественной самодеятельности, организуют совместные спортивные мероприятия, выезжают на различного рода экскурсии, и здесь все время стараются быть вместе. Очень хорошая тенденция, потому что я считаю так, если молодежь активно привлекает, а в данном случае я именно считаю, молодежь привлекает ветеранов к своей деятельности, значит, не скучно. Ветеранам тоже хорошо, что их не забывают, а они себя ощущают молодыми. Поэтому роль молодежи в этом плане в нашей жизни очень существенна и важна. Очень серьезную, я считаю, задачу выполняют обе наши организации. Это и молодежные советы, и ветераны. Это в том, что они совместно проводят различного рода акции по поддержке наших бойцов, которые находятся в зоне действия специальной военной операции, проводят акции по изготовлению свечей, по изготовлению сухих душ и плетения сетей, гуманитарной помощи, где надо и финансовой. И здесь опять-таки идет совместная работа в этом направлении. Я здесь очень хотел бы подчеркнуть, что когда молодежь понимает ту важность задач, которые сегодня выполняются в нашей стране по защите государства, то, как они участвуют в ней, то я бы хотел сказать так. Она любит свою родину, она готова ее защищать, а если так, то еще раз хочется просто сказать, наш народ непобедим. Старшее поколение это доказало ранее, молодежь доказывает это сейчас. Поэтому в этом ключе, я считаю, очень хорошо идет развитие традиций по развитию необходимой любви по защите, именно по защите нашей страны, потому что ее надо любить. Ну и хотелось бы еще что сказать напоследок. Это о профессии. Ребят, вот честно, здесь такие молодые, перспективные люди. Очень хорошо было сейчас подчеркнуто, что ставка делается на вас, и это правильно, в эпоху цифровизации, в эпоху развития этих всех технологий, молодое поколение с ним на «ты», и им будет проще решать многие вопросы и в реализации стратегии, которая сейчас поставлена в таможенной службе, это стратегия 2030, и в последующем. Любите свою профессию. Если она будет вами любима, то, безусловно, будет и успех, и удача. Я вам желаю всем успешного форума и интересного форума, чтобы здесь вы не зря провели время, а вышли отсюда еще более уверенными в своих силах. Спасибо. Александр Борисович, спасибо вам огромное. Действительно очень ценно, когда от одного поколения передаются традиции, опыт. Это очень важно, это безусловно важно. Но мне кажется, и старшее поколение чему-то учится у молодежи. Тут такой взаимный обмен происходит. Безусловно, учимся. Мы учимся жить современно. Это, я думаю, самое главное. Нам до вас надо подтягиваться. Если мы будем с вами, скажем так, не на одном уровне, не на одной планке, тогда вы потеряете к нам интерес, а мы этого не хотим. Мы хотим быть рядом с вами и дальше двигаться, потому что, я еще раз хочу сказать, знаменитая такая уже фраза «бывших не бывает». И бывших не бывает в таможенной системе. А у нас все-таки армия ветеранов – это 11 тысяч человек с лишним. Поэтому, конечно, мы учимся у молодежи, потому что мы через нее хотим понять в определенной степени современную эпоху и заглянуть в завтра. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. И слово предоставляется статс-секретарю, заместителю руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денису Аширову. Денис Валерьевич, вам слово. Добрый день, дорогие друзья. Действительно, вот сейчас с Ольгой Александровной подписывали соглашение, и нам очень важно было, мы обсуждали сейчас это, чтобы это не было формальностью на бумаге, а действительно было полезным инструментом вашей самореализации тех самых молодых
сотрудников Федеральной таможенной службы и тех, кто действительно в этом нуждается. Почему мы об этом говорим? Потому что в целом для Федерального агентства по делам молодежи, для Росмолодежи, это одна из ключевых задач. Мы в своей деятельности, наверное, мы самое нетипичное ведомство федеральное, которое существует, мы балансируем между тем, что у нас есть проектная деятельность, и тем, что у нас есть бюрократические задачи, как того самого ведомства, которое работает в системе правительства Российской Федерации. Но при этом понимаем, что главная задача – дать молодому человеку, где бы он ни находился, в каком бы он возрасте ни был, где бы он ни работал, в каком бы регионе ни проживал, все возможности для того, чтобы самореализовать свои инициативы, идеи, при этом помочь в достижении конкретных целей, которые есть на сегодняшний день, что в рабочем пути, что в жизненном пути, что может быть в тех инициативах, которые являются не только его собственными, но и командными в целом. При этом мы понимаем, что все это действительно залог большой совместной работы. И, конечно же, когда мы обсуждаем различные проекты, события, мероприятия, мы понимаем, что у нас должны быть совместные инструменты для поддержки. Со своей стороны мы здесь, конечно же, готовы всегда выступать такой большой площадкой для того, чтобы по нескольким важным направлениям мы работали. Ведь на сегодняшний день, уже за 35 лет, и я также хочу поздравить с предстоящим юбилеем Федеральной таможенной службы, мне кажется, это уже большой такой серьезный отрезок времени, за который действительно ты видишь и в содержательном поле, и в профессиональном поле, и в информационном поле огромную работу, которую делает служба, и при этом видишь тот профессиональный путь, который складывается для таких сотрудников, которые сейчас приходят в отрасль и видят, что есть традиции, есть школа, есть наставники, которые готовы помогать развиваться внутри Федеральной таможенной службы. Мы же со своей стороны здесь готовы поддерживать в этом плане с точки зрения определенных направлений, которые нам важны. Мы уже с самого начала вместе с коллегами из движения «Первых» говорим о важности профориентации детей и молодежи для самоопределения и работы вместе с ними. Так вы уже, как молодые специалисты, являются теми наставниками, которые могли бы показывать, что молодые люди абсолютно точно могут и должны приходить в профессию, что это важно как для страны в целом, так и для него представлять интересы внутри профессии. И это такая первая точка нашего совместного с вами точно, знаете, такого сопряжения, в котором можем работать. Второе, мы говорим о том, что, конечно же, каждому молодому человеку, который находится в органах исполнительной власти, силовых структур, всегда хочется дополнительно, помимо того, что он выполняет и так немало объема работы, понимать, а что еще, чем еще можно развиваться, чтобы не быть замкнутым только в тех задачах, оперативных задачах, сложных задачах, которые вы решаете. Именно поэтому у нас есть большой институт, который называется «Госстарт», наша совместная площадка с Минтрудом России, которая позволяет повышать дополнительные навыки, знания, компетенции именно государственных служащих силовых структур. И эта площадка говорит о том, что на сегодняшний день мы видим важность компетенций. Неважно, цифровой это мир, о котором нам важно и умение, и знания, и компетенции иметь и работать, либо это просто дополнительные знания и компетенции, которые нужны сотруднику, будь то мастерство коммуникации, ораторского выступления, либо других каких-то навыков и компетенций для того, чтобы еще дальше, быстрее, сильнее укреплять свой собственный в этом плане потенциал. При этом мы говорим, что у нас огромное число молодежи, в стране 38 миллионов молодых граждан, находятся в разных направлениях, в разных регионах. Мы сейчас создаем для них огромный объем, благодаря поддержке президента, инфраструктуры молодежной политики. Это те самые молодежные центры, которые абсолютно точно могут выступать дополнительной площадкой для того, чтобы вместе с вами создавать там те мероприятия, которые интересны, когда вы работаете в регионе, те мероприятия, которые интересны, когда вы работаете в своих структурах, направлениях с точки зрения привлечения молодых граждан на службу, с точки зрения вовлечения существующих коллективов. Ведь одним из важнейших инструментов, как уже сегодня и в ролике вначале говорили, и Ольга Александровна говорила в своем выступлении, являются молодежные советы, которые мы активно поддерживаем, создавая и поддерживая их работу в ведомствах, федеральных ведомствах, будь то силовые структуры или органы исполнительной власти, будь то региональные органы исполнительной власти, понимая важность укрепления института. При этом у нас есть огромный объем форумных площадок, где мы всегда готовы видеть представителей Федеральной таможенной службы. Такая ближайшая площадка пройдет уже на территории Смыслов, в Сенеже, где мы, конечно же, делаем отдельную смену для представителей органов власти, силовых структур, где общаемся с спикерами, интересными представителями органов власти, коммерческих структур, понимая, какие знания, навыки и компетенции нам нужны для того, чтобы укреплять самих себя. Можно рассказывать бесконечно, но на самом деле хочется сказать, что
Используйте те ресурсы, которые у нас есть. Используйте те возможности, которые у нас есть, для того, чтобы делать себя еще сильнее, еще крепче, потому что именно от вас зависит то, какое будет сегодня настоящее, какое будет будущее как внутри Федеральной таможенной службы, так и за ее пределами. Спасибо вам большое за вашу работу. Денис Валерьевич, спасибо вам огромное. Маленький вопрос вам хочу задать. Вы правильно сказали вначале, что все должно иметь практический смысл, чтобы это не было формальным. Вот от форума, который сегодня стартовал, вы лично чего ждете, чтобы действительно все реализовалось? Что должно произойти? Такая программа минимум. Давайте так. Мне кажется, должны появиться те полезные идеи, проекты и мероприятия, которые будут полезны Федеральной таможенной службе внутри нее для укрепления и коллектива, и тех молодых ребят, которые работают, так и за ее пределами, для того, чтобы тем молодым людям, которые еще думают, самоопределяются, абсолютно точно было и хотелось приходить на работу в Федеральную таможенную службу. Мне кажется, это будет самый главный, важный такой инструмент. Вот две вот такие вот составляющие. Спасибо большое. И слово предоставляется заместителю генерального директора Российского общества знания по развитию Ирине Игоревне Карих. Ирина Игоревна, я вам должна палочку эстафетную передать. Спасибо огромное. Во-первых, спасибо большое службе за стратегическое партнерство и за многолетнее уже партнерство с Российским обществом знания. Как кажется, мы нашли формат, когда мы интересны друг для друга. Смотрю сейчас в зал и понимаю, что, наверное, такого красивого зала в Национальном центре России я еще не видела. Ребята, вы безумно красивые. И когда вы поднимались на сцену, хотелось выпрямить точно спину и быть похожими на вас. И вот когда сейчас думаем и обсуждали по поступлению, так хочется, чтобы и ребенок поступил потом в таможенную службу, чтобы быть таким же красивым, как и вы. И мне кажется, здесь как раз собрались те люди, которые подают пример и подрастающему поколению. И, пользуясь случаем, я пришла с такой достаточно конкретной целью. Во-первых, я хочу рассказать вам сегодня о том, как Российское общество знания может быть полезно непосредственно для вас. Во-вторых, я пришла с такой, извините за слово, корыстной целью. Понять, как вы можете быть полезны для распространения знаний, достоверных знаний, в том числе, которыми вы уже обладаете. Потому что у вас есть и практические навыки, и теоретическая большая база, которой вы точно готовы делиться. Если мы говорим про Российское общество знания, то сейчас это более 30 тысяч лекторов, которые находятся на всей территории нашей страны и даже за рубежом. У нас большой объем мероприятий, в том числе частью этих мероприятий вы являетесь. А если мы говорим про работу непосредственно с ФТС, то чаще всего это лекции, которые проходят в разных регионах нашей страны, и только за 2026 год у нас с вами прошло уже 130 лекций по самым разным направлениям, и самые разные, в том числе выдающиеся деятели нашей страны, являлись лекторами. Ну и сегодня в программе также один из лекторов Российского общества знания будет выступать. Но что нам важно здесь? Здесь нам важна от вас реальная обратная связь, когда в том числе вам просят заполнить тот или иной опросник для того, чтобы мы видели, насколько мы угадали как с темой, так и с лектором. А благодаря вашим ответам формируется рейтинг лекторов. И в том числе по вашим ответам мы смотрим, будем мы приглашать того или иного лектора в следующий раз выступать или нет. Поэтому, пожалуйста, когда вы посещаете лекции, просим обратной связи, в том числе и по темам. А также для того, чтобы мы были с вами в одной информационной среде, проводится цикл федеральных трансляций, графики их вы видите на экране, по самым актуальным темам. Темы мы также выбираем, исходя из запросов фокус-группы и обратной связи, которые оставляют в социальных сетях и не только. Конечно же, для нас важны самые востребованные сейчас темы и по искусственному интеллекту, и по правовой грамотности, где в том числе вы можете выступить с экспертами.
Отдельное направление у нас есть для сотрудников кадровых подразделений, это блокнот гражданского просвещения, где раз в месяц мы выпускаем издание, которое помогает ориентироваться и в общеполитической повестке, в том числе нарративно рассказывает о тех событиях, которые произошли, и как их можно дальше транслировать, и какие комментарии и аргументы можно использовать. Блокнот распространяется как физически, так и в онлайн-версии. Призываю подписываться. Когда мы говорили про профориентацию, да, и Денис Валерьевич говорил, у Российского общества знания при поддержке Министерства просвещения совместно с Фондом гуманитарных проектов есть большой цикл уроков, который называется «Россия. Мои горизонты». Это профориентационные уроки, которые проходят по всей стране, и когда мы говорим про безопасность, как кажется, точно нужен урок или часть урока, где мы бы рассказали про таможенную службу, да, и это первое предложение. Ольга Александровна, я думаю, что хорошо, если в школах пройдут такие уроки, в том числе с возможностью участия действующих сотрудников, кто находится в этом зале. Еще одно большое направление у нас – это знание безопасности. И здесь тоже мое предложение. Как кажется, и с вами физически, как с молодыми спикерами, мы можем записать и видеоконтент о том, какая служба у вас, да, о том, какие чаще всего происходят нарушения, в том числе на границах и не только. И вместе с вами подумать о том, как можно и в онлайн-формате, и в очном формате сделать материал. ФТС-35 у нас на следующий год будет 80 лет создания Всесоюзного общества знания. Мы перезапустили формат работы с лекторами Российского общества знания. И, пользуясь случаем, каждого приглашаю присоединиться к Российскому обществу знания в качестве лектора и проводника знаний. И отмечу также, что мы всегда с вами доступны на связи. Вижу, что время уже закончилось. Вот, спасибо большое за то, что вы делаете здесь и сейчас. Ирина Игоревна, спасибо вам большое. Я напомню, что в конце нашего пленарного заседания, когда выступят все эксперты, у вас будет возможность задать какой-нибудь вопрос, например, как стать лектором непосредственно. А я хочу признаться, что моя дружба с Федеральной таможенной службой началась благодаря Российскому обществу знания, когда я в качестве лектора пришла, кстати, выступать для молодежного совета здесь, в Москве, управления. Поэтому здесь две мои любви встретились сейчас: таможня и знания. Спасибо вам большое. А мы переходим дальше, и я с удовольствием предоставляю слово заместителю председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Ксении Александровне Яновой. Ксения Александровна, пожалуйста. Уважаемые коллеги, друзья, здравствуйте. Я хочу рассказать вам буквально вкратце про движение детей и молодежи. Что такое движение детей и молодежи, движение первых? Это 45 коллективных участников, которые объединились для того, чтобы сделать воспитательную деятельность доступной для каждого ребенка в каждом уголке нашей страны. На данный момент мы объединились уже с более чем с 15 миллионами детей и наставников. Из них 13,5 миллионов – это участники, обучающиеся в возрасте от 6 до 25 лет, и более 2 миллионов наставников, тех самых значимых взрослых, которые непосредственно являются маяками для наших детей, для подрастающего поколения. Хочу отметить, что движение первых имеет самую развернутую структуру в части своих местных отделений, региональных отделений, ну и, безусловно, наших первичных отделений. Это несколько ступеней нашего управления, скажем так, которые как раз-таки являются практико-применимыми уровнями участия детей и молодежи в публичной жизни. Важно, что основой воспитательного пространства выступает как раз-таки первичное отделение. Это то самое место, где дети объединяются в детско-взрослые коллективы и во главе, еще раз повторюсь, наставником, коих в наших рядах хотелось бы видеть больше. И призываю вас также становиться наставниками наших ребят на их жизненный путь не только в профориентационной части, но и в целом выступать как значимые взрослые. Ребята объединяются для реализации своих идей, инициатив, ну и в целом для того, чтобы найти единомышленников
единомышленников и живут с осознанием того, что в каждом уголке страны у них есть свои друзья, свои люди, свои первые. Местные и региональные уровни у нас объединяют эти первичные отделения и создают, соответственно, пространство для обмена опытом по всей стране. Ну и, конечно же, наши флагманские проекты и всероссийские проекты помогают ребятам приобретать навыки для жизни, раскрывать свой потенциал, свои таланты, ну и, безусловно, находить единомышленников для развития своих идей в более глобальные и масштабные проекты. Участникам предоставляются возможности через, соответственно, наш национальный проект «Молодежь и дети». Да, спасибо Росмолодежи, которая всегда нас поддерживает и также помогает в реализации детских инициатив. Также участники имеют возможность получать грантовую поддержку, как в форме субсидий для юридических лиц в рамках грантового конкурса «Движение первых», также и в рамках конкурса первичных отделений, где каждое первичное отделение может принять участие как на базе образовательных учреждений, так и на базе учреждений культуры, спорта, молодежных центров и других учреждений, где есть детско-взрослые коллективы, и принять участие в нашем конкурсе, получить грантовую поддержку. Но самое главное – это организовать регулярную деятельность своего первичного отделения детей и взрослых, где действительно можно придумать очень много полезных, социально значимых событий, мероприятий и смочь развить свой потенциал. Также хотелось бы, конечно же, отметить те точки роста, которые мы видим во взаимодействии с органами власти и с государственными органами. Безусловно, это укрепление регулярности проведения открытых встреч, формирование общедоступных пространств для самореализации подрастающего поколения, ну и расширение, безусловно, сети площадок для открытия и развития центров движения первых. Мы также работаем с обществом знания в непосредственной, скажем так, связке для привлечения, в том числе, разного уровня спикеров. И спикеры — это не всегда, скажем так, профессиональные лекторы, а достаточно часто мы также с коллегами создаем такие пространства, где ребята могут пообщаться с работниками той или иной сферы для того, чтобы понять вообще в целом, чем они хотели бы заниматься в жизни. Но я еще раз повторюсь, безусловно, как Денис Валерьевич отметил уже, профориентация сейчас стоит во главе угла, но я знаю, что в таможенной службе никогда не было, скажем так, дефицита будущих абитуриентов, но хотелось бы отметить, что сейчас наша с вами задача — это формирование кадрового резерва, тех ребят, которые придут нам на смену, скажем так, да, чтобы они уже были четко подкованы в том, что они собираются реализовывать. Ну и, безусловно, просто передавать свой жизненный опыт и рассказывать о том, насколько велика наша прекрасная Родина. Я уверена, что для этого не нужны поводы, регалии и что-либо еще. Поэтому призываю вас, безусловно, становиться значимыми взрослыми для наших ребят, для детских коллективов, ну а также, конечно же, создавать первичные отделения и центры движения первых, где ребята смогут приходить и знакомиться непосредственно с вашей нужной, важной и, безусловно, неоценимой работой. Поэтому также хотелось бы отметить, что в партнерстве с органами власти мы вообще способны с вами сформировать целостную среду воспитания будущего поколения. Мы ответственны за это. Ну и вот, как сегодня Ирина тоже говорила, мы с ней так пошушукались немного, когда выходили прекрасные девушки и молодые люди на сцену, насколько это было красиво, четко, собрано, дисциплинировано. Ну и, безусловно, хотелось бы, чтобы на наших событиях, мероприятиях была тоже частица вот этой вот стати, которая есть сегодня в каждом из вас. Делитесь ей, пожалуйста, с молодым поколением. И спасибо вам за ваш труд. Спасибо большое, Ксения Александровна. И мне кажется, здесь не только о профориентации речь, это как раз продолжение того, с чего начал Александр Борисович, преемственность поколений. Это очень здорово, когда действительно от старшего поколения к специалистам, которые сейчас работают, и к юным, которые еще только учатся в школе, да, потом студенты и так далее. Это очень важно, это очень важно. Спасибо большое. И я передаю слово первому заместителю руководителя исполкома общероссийского общественного движения «Народный фронт» Сергею Горбунову. Сергей Олегович, вам слово. Добрый день. Но прежде всего хочу сказать огромное спасибо за помощь ребятам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Сотрудники Федеральной таможенной службы вместе с сотрудниками других органов федеральной исполнительной власти за 4 года собрали более 2 миллиардов рублей. Это только вот денежные переводы.
Также вами ведется работа во всех 89 регионах, где вы активно собираете ребятам различную гуманитарную помощь, и не только ребятам, мирному населению наших новых регионов. Огромная благодарность Федеральной таможенной службы за участие в других, можно сказать, акциях Народного фронта и фонда «Все для победы». В частности, хочу отметить совместную работу в Дагестане, где мы с вами совместно оказывали помощь мирному населению. Ну и, конечно же, по вашей специализации в первые дни СВО вы совместно с пограничной службой оказывали Народному фронту, сообществу «Мы вместе» помощь по проходу границы на новые регионы, что позволяло очень быстро доставлять необходимую помощь мирным гражданам, опять-таки нашим ребятам в зоне специальной военной операции. Ну и, конечно же, хочу отметить, что отдельной статьей это работа по конфискату, которую вы нам передаете совместно с Росимуществом. Вот. Все эти вещи оперативно передаются гражданам, которые в них нуждаются. Спасибо вам огромное за вашу службу и работу. Спасибо. Спасибо вам. Я уверена, что это сотрудничество продолжится, потому что, мне кажется, вы знаете, вот вы говорили, да, не бывает бывших таможенников, мне кажется, случайных людей в таможенной службе, их просто не может быть. Поэтому здесь люди, присутствующие в этом зале, те, кто отдает сердце и душу тому делу, которому он предан, которому он отдал свою профессиональную жизнь. Поэтому спасибо вам большое. И я предоставляю слово вице-президенту банка ВТБ Александру Витальевичу Ефанову. Александр Витальевич, вообще ваше присутствие здесь необычно, интересно, и это очень важно, когда представители финансового сектора тоже принимают участие вот в таких заседаниях и форумах, посвященных развитию молодежи. Добрый день, рад всех приветствовать. И действительно для нас очень почетно, как представитель бизнес-сообщества и гражданского общества, поддержать проведение первого Всероссийского молодежного таможенного форума. И в начале своего выступления хочу в первую очередь поблагодарить руководство Федеральной таможенной службы в лице сегодня Ольги Александровны и всех причастных к организации форума за возможность для банка ВТБ быть партнером форума. И от лица руководства банка, от лица всех сотрудников по всей Российской Федерации, от себя лично всех поздравить с проведением первого Всероссийского молодежного таможенного форума. Начало положено, я вас поздравляю. Во второй части действительно пришел сюда не рекламировать наш банк, а поговорить о молодежной политике. Банк в рекламе не нуждается, уже он ровесник Федеральной таможенной службы. Вот. А молодежная политика требует сейчас особого внимания, потому что действительно удержание и привлечение молодых кадров – это тема актуальна для всех федеральных органов исполнительной власти и для нас, как представитель бизнес-сообщества. И в первую очередь я обращаюсь, да, к всем присутствующим на форуме и к руководителям. Это важно понимать теорию поколений. Мы все с вами, по большей части, представители еще поколения миллениалов и зумеров. Для нас было очень важно другие критерии, да, и ценности в службе. Сейчас служба готовится и, привлекая студентов, уже готовится к поколению альфа, которые значительно отличаются от тех ценностей, к которым мы с вами привыкли. Еще больше цифровизированы, да, еще больше для молодежи важна идентичность и самореализация. Отработка не нормы часов, да, и не стандартов, а наоборот нестандартное мышление, самоидентичность, проявление. Поэтому очень важно делать акцент и разбираться в нормах поведения новых поколений. И в этом будет успех при формировании личного состава, да, студентов и своих кадров. Вторая важная часть, на которую мы рекомендуем обратить и в формате форума проработать, да, это работа с привлечением кадров начинается действительно со студенческой скамьи. Важна интеграция службы и всех федеральных органов власти еще на этапе формирования и самоопределения студентов, где они хотят построить свое будущее, где они хотят работать.
И уже там, еще на первых курсах, уже заниматься привлечением своих будущих кадров и своих будущих работников, что делает банк на своем примере. Да, это большое количество интеграции в финансовые университеты для нашей целевой аудитории, создание коворкинг-зон, работа со стажировками. Мы должны привлекать кадры еще до того, как они выходят на биржу труда и начинают искать работу. Третий важный инсайт, с которым я тоже хотел поделиться со всеми и будущими руководителями в лице молодежных советов. Воспользуюсь такой 20-летней давности фразой, что корпоративная культура есть стратегию на завтрак. Какую бы вы стратегию ни определили, какая бы она была классная, но если она не синхронизирована с корпоративной культурой вашего коллектива, вашего подразделения, то еще в первой половине дня у вас уже начнутся проблемы, и вы не достигнете своего результата. Вы должны обязательно подбирать себе команду и культивировать такие ценности, которые соответствуют стратегии вашей организации, вашего коллектива. Да? Все должно быть синхронизировано. Это может быть и даже банально там спорт, да, спартакиады должны формироваться в ваших коллективах, проводиться. Это поддержка инициатив, стартапов, каких-то проведение акселераторов, так, чтобы ваша корпоративная культура в ваших подразделениях соответствовала то, что вы ожидаете от них, и те цели, которые стоят перед вашей организацией. Ну и в завершении своего инсайда и своего выступления хочу сказать, что, такую, может быть, даже ложку дегтя в ту бочку меда, которая сегодня обсуждается, что сотрудники приходят в организацию, но уходят из нее от руководителя. Все те ценности, которые есть в государственной службе, все ценности, которые привлекают молодых сотрудников, возможности развития, возможности самореализации, но решение об дальнейшей службе в организации принимается при взаимодействии с непосредственным руководителем. Поэтому вы все, за которыми стоят коллективы, за вами стоят подчиненные, от вас зависит ваша кадровая политика и формирование личного состава. Вы те, на кого они равняются, поэтому будьте на передовой, посещайте, общайтесь на первой линии, общайтесь с молодыми коллективами, молодежными советами, и тогда ваша команда будет стабильна и устойчива к новым вызовам. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Александр Витальевич, а поделитесь, пожалуйста, опытом. Вот вы начали свою речь сейчас с поколений, да, зумер, альфа. Я недавно была в одном министерстве, не скажу в каком, и там посетовали мне, так по секрету сказали, что сложно общаться с зумерами, есть свои особенности. Вот когда к вам приходят молодые сотрудники, есть какое-то, не знаю, волшебное слово у вас для того, чтобы их заинтересовать, оставить, и вот те самые корпоративные ценности и общечеловеческие, возможно, чтобы они чтобы проникли в них, в самое сердце? Да, есть. И сейчас, это тоже соответствует, наверное, ценности, что нету лекарства одного от всех болезней, так и нет одного средства для привлечения молодежи. Нужно использовать многообразие всегда и подбирать разные предложения. Но первое, что очень важно, мы сейчас говорим нашим новым сотрудникам, что не обязательно ходить в белых рубашках и костюмах, худи, футболки. Мы поощряем, наоборот, идентичность, свободу мысли и самовыражения. Мы разрешаем сотрудникам одеваться нестандартно и нетипично, для того, чтобы они могли выражать себя, в том числе и через дресс-код, соответствуя формально неким требованиям. А во-вторых, мы не говорим о финансовых показателях, мы показываем те проекты, которые делает банк. Это большой вклад в культуру, это большой вклад в оборону страны. Это возможность быть причастным, делая свою работу на небольшом участке банковского сектора, делать причастным к выполнению государственных задач. И когда наши сотрудники посещают театры, видят наш логотип или увидят спорт высших достижений в нашей стране, видя наш бренд на спортсменах, они гордятся тем, что они тоже своей деятельностью вносят вклад в работу, не вклад в работу, а в государственные задачи федерального масштаба. И в завершение, это, конечно, визуальная картинка, это коворкинги, это, что называется, нестандартные рабочие зоны, которые позволяют молодежи раскрывать свой потенциал. Чтобы не были душные кабинеты, не были душные руководители. Это, наверное, последняя их просьба. Мы ее тоже стараемся удовлетворять. Благодарю.
Спасибо большое. Но у вас проще, у вас худи можно носить. Здесь у ребят форма. И мне кажется, форма это тоже вот, ну, красит всех абсолютно. Дорогие друзья, я знаю, что у вас есть вопросы, это абсолютно точно, что вы люди интересующиеся. Поэтому, если сейчас есть желающие, просто поднимите руку. У нас есть волонтеры в зале с микрофонами, и они подойдут. Угу. Да, пожалуйста, вот у нас есть вопрос. Можно волонтера с микрофончиком? Да, девушка идет. Ага, будьте добры. Здравствуйте. Добрый день. Бернов Олег, ФТС России, Центральный аппарат. Александр Витальевич, к вам вопрос. Какая самая смелая молодежная инициатива, которую вы поддержали, но по которой у вас были большие сомнения? Сейчас раскрою. Благодарю за вопрос и благодарю за то, что вызван интерес к этой теме. Я раскрою маленький секрет, и это одна из инициатив последних нашей кадровой службы, которые, ну, конечно, не хотели это реализовывать, но вынуждены были согласиться. Наш офис здесь недалеко, в башне Федерации, несколько башен, и сейчас на нескольких этажах, в нескольких помещениях есть массажные кресла. Ямагучи, мы вынуждены были потратить на них средства, организовать дистанционную запись, и удовлетворить запрос сотрудников в массажных креслах. Вот, казалось бы, безумная идея и нецелевая трата, но удовольствие. И когда мы теперь проводим День новичка и объясняем сотрудникам, мы говорим, а еще у нас есть массажные кресла для вас, чтобы вы могли цивилизованно с 7 утра до 10 вечера прийти, записаться через портал и посетить массажное кресло, возможно, даже всем коллективом, потому что мы купили много. И вот такое интересное решение для молодежной аудитории нашего личного состава. Благодарю. Мы сейчас все к вам пойдем. А это распространяется для всех? Есть какая-то очень интересно. Вот мы стали обсуждать, у кого есть массажные кресла, выяснили, что у нас нет. А есть какая-то система записи? Да. Все как бронирование рабочих аудиторий. Ты видишь, когда она занята, когда свободно, можно подобрать время, спланировать до работы, после, в обеденный перерыв. Да, все в цифровом виде и организовано. И можно иногда встретить своих руководителей или, наоборот, своих подчиненных при пересменке посещения мест. Вот. И понимаю, что люди подготовились к решению какой-то большой задачи, расслабились, чуть очистили мозг для того, чтобы настроиться на совещание или какое-то важное дело. Поэтому... Главное, чтобы эта продуктивность повышала как-то. Здесь у нас был вопрос. Да, пожалуйста. Да. Добрый день. Косолапов Евгений, Аквот Воронеж. Вот, Денис Валерьевич, я вот именно хотел вопрос к вам задать. Потому что вот непосредственно после подписания данного соглашения по взаимодействию, скажите, пожалуйста, как будет организовано наше взаимодействие? Вот если брать какие-то региональные дома молодежи, можно ли будет и возможно ли, чтобы это все было как-то мобильная информация поступала в таможню, да, местную, там непосредственно, может, чатом каким-то, какой-то был, ваш план, да, мероприятий, где мы могли бы туда вписаться, как бы тоже, и не только как бы вписаться, да, в эти мероприятия ваши, поучаствовать, а еще именно организовать. Также вот какие-то местные форумы, там свои площадки тоже. Спасибо большое за вопрос. Да, спасибо действительно за вопрос. Большой жаль, что разделяет экран, но если встану, не будет слышно. Поэтому действительно возможности с точки зрения коммуникации есть и на муниципальном, и на региональном, и на федеральном уровне. Как я уже сказал, мы действительно постарались сделать так, чтобы вот эта точка коммуникации была, неважно, где мы находимся, в какой момент. Поэтому у нас 88 министерств молодежной политики, которые оперативно будут теми коммуникаторами, которые необходимы, чтобы они работали на территории региона, да, в этом плане быстрее с вами коммуницировать. Если мы понимаем, что нам нужно еще быстрее коммуникация, сообщество директоров молодежных центров, на сегодняшний день это больше 1000 учреждений по всей стране. Есть ассоциация молодежных центров, которая готова, и она будет встроена, да, в коммуникацию с вами с точки зрения быстрого обмена и информацией, и получения той информации, которая вам нужна. Здесь можно точечно просто с коллегами поработать, скажите, где надо ее наладить напрямую, мы это сделаем. Здесь
как бы мы открыты ко всем коммуникациям, не только с точки зрения, как, знаете, как ведомство на сайте публикуем информацию, но и все каналы МАКС, и вся информация, которая в этом плане есть, она открыта с точки зрения верификации постоянной. При этом и на запрос мы работаем ровно так же. Если к нам, да, вот сегодня Ира уже в своем выступлении говорила про формирование спикеров, если нужна площадка для того, чтобы провести молодежные события, молодежные мероприятия, если нужно сформировать там какую-то вместе программу, то есть не просто дать объект, а именно помочь сформировать там, да, съезд, не знаю, слет или просто даже собраться, да, для выработки какой-то идеи, мы в этом плане готовы. И главная точка здесь в регионе – это министерство, в муниципалитете – это тот молодежный центр, который существует. Не нашли там обратного пути коммуникации с точки зрения, не откликнулись. Мы вам всегда поможем с точки зрения федерального ведомства, центрального аппарата, но все они абсолютно точно, как были настроены на коммуникацию, так с сегодняшнего дня еще глубже и больше будут коммуницировать в этом формате. Плюс, наверное, здесь очень важно, если вдруг такие инициативы появляются, мы единственный федеральный орган власти вообще в мире, который позволяет и может быть интересен с точки зрения реализации действительно ваших инициатив грантовых, да, заявок, грантовых конкурсов, как для команд, так и для физических лиц в этом плане. Пожалуйста, если есть инициативы, которые вы понимаете, что нужно реализовать для того, чтобы какие-то, да, поддержать проекты, которые есть внутри, да, службы, внутри конкретных региональных ведомств или, да, представительств, мы готовы в этом плане быть той самой площадкой, помочь, провести, собрать и в дальнейшем податься для того, чтобы действительно получить поддержку не на словах, а на финансовую, которая позволит хороший проект, не только кресло, но и разные интересные инициативы внутри реализовать. Спасибо. Есть еще вопросы, друзья? Так, пожалуйста. Сюда девушки. Ага, вижу и вижу вас. Здравствуйте. Хадишова Людмила, Центральная электронная таможня. У меня вот такой вопрос. Вот все знают, что существует для школьников и студентов Пушкинская карта. А возможно ли реализация такого проекта для государственных служащих? Не знаю, кому из нас всех такой вопрос, но думаю, что если мы все вместе подключимся, а ВТБ нам в этом плане поможет, то в целом это точно возможно. Но почему-то все на вас посмотрели, даже эксперты. Благодарю за вопрос. Да, действительно, мы являемся оператором Пушкинской карты вместе с Министерством культуры. И заказчиком Пушкинской карты является Министерство культуры Российской Федерации. Я думаю, мы с ними в следующей рабочей группе включим этот вопрос. Вот. А в настоящее время Пушкинская карта доступна к оформлению 14 до 22 лет. Есть вот этот зазор еще в 21, в 22 стать государственным служащим и получить карту. Вот, успейте, что называется. Вот. Но... Спасибо большое. Да, пожалуйста. На самом деле Пушкинская карта для госслужащих вопрос достаточно сомнительный, потому что всем кажется, что мы бюджетники, живем вот как вот в ВТБ с креслами. Но это не так, конечно же. Но при этом как раз-таки экосистема молодежной политики дает возможности участия молодых людей вне зависимости от их, скажем так, принадлежности к какой-либо службе, как раз проявлять и свои инициативы, и также быть свидетелем и участником разного рода событий, мероприятий. То есть у нас проходят и молодежные мероприятия в молодежных центрах. Также в рамках, например, Дня молодежи в каждом городе проходят свои события, мероприятия. И более того, есть также еще, опять же, это точечно, но отдельные показы тех или иных спектаклей или те или иные концерты для, соответственно, и движения первых, и для органов, которые связаны с молодежной политикой. И все это можно как раз-таки узнавать через местных координаторов движения первых, в том числе через региональные наши отделения, и на сайте, через анонсы тех или иных событий. Очень часто мы приглашаем друзей наших, скажем, и на кинопоказы, и на разного рода, соответственно, события, которые будут также интересны. И можно еще дополнение. Вместо Пушкинской карты госслужащий может воспользоваться системой привилегии лектора Российского общества знания. В рамках системы предусмотрено, на самом деле, есть несколько уровней, и начиная с первого уровня это скидочная программа,
от наших партнеров – это билеты на спортивные и культурные события в регионах. А если вы доходите до золотого или до платинового уровня, это бесплатное посещение нашего санатория в Сочи. У нас один из лучших санаториев в Сочи. Это путешествие по всей стране вместе с программой «Больше, чем путешествия». И даже интересные поездки в Москву на события Российского общества знания. Приятное проведение вашего мероприятия, как такая портфельная карьера. Слышали, наверное, это такой сейчас большой тренд, когда ты находишься на одном рабочем месте, но при этом за счет участия в разных социальных институтах расширяешь свою карьеру. И вот таким способом может быть лекторская карта Российского общества знания. Возможно, даже с будущей поддержкой ВТБ. Я 5 лет со знанием в Сочи еще не ездила. Хочу. Так, у нас 2 вопроса точно мы еще успеем. Была девушка, вот, да. Угу. Здравствуйте. Вероника Лукьянова, Башкортостанская таможня. У меня такой вопрос. Как стать лектором? Какие нужны требования? Как стать лектором? Как стать лектором? Да, спасибо большое за вопрос. А вот вопрос на засыпку в зал. А есть где-то здесь лектор Российского общества знания? Просто ужас, это срочно нужно исправлять. И у нас все очень просто, да, есть регистрация на сайте. Каждая заявка проходит несколько уровней оценки. В том числе обязательно у нас происходит оценка материалов, с которыми вы планируете выступить. Но если у вас нет материалов, с которыми вы планируете выступить, существует база лекций и материалов Российского общества знания, которые может использовать совершенно спокойно лектор. Поэтому все просто, заходим на сайт, регистрируемся и становимся лектором Российского общества знания. Спасибо вам большое. И вот молодой человек. Гагиев Бекхан, Мироводская таможня. Возьмите микрофончик в руки. Да. И чуть поближе, чтобы мы слышали. Спасибо. Александр Борисович, вопрос вам. Какой главный совет вы дали бы себе, если бы снова стали молодым специалистом? Спасибо. Хорошо. Вы знаете, в принципе, я чуть-чуть повторюсь, но я считаю, что это главный тезис в любой профессии. Быть ей преданным, ее любить. Потому что если ты свою профессию любишь, то тогда ты к ней относишься, ну, я бы сказал так, как к своему ребенку. Ты хочешь, чтобы то, чем ты занимался, было результативно и полезно не только вам, но и всем. Сейчас таможня находится на таком уровне, ну, я не буду говорить о том, что слово таможня знает теперь вся страна, но главное, вы находитесь на том уровне ответственности за развитие нашей экономики, что когда ты любишь свое дело, то ты будешь не только приходить и выполнять, извините за выражение, свою функцию, но вы будете при этом креативить, вы будете что-то сами создавать, вы будете стремиться к своему собственному развитию, и элементарно в хорошем понимании этого слова, к своему карьерному росту, и вот это будет тем побудительным мотивом, который вам будет давать удовлетворение от того, что вы делаете. Потому что если ты не получаешь удовлетворения от своей работы, то я бы сказал так, тогда ее меняй. Ну вот, наверное, так. Сколько лет вы отдали любимой работе? Я около 8 лет. Около 8 лет. И вы продолжаете сейчас... Ну, а я дальше с ней не расставался. Вот так скажем. Поскольку то, что я говорю, что мы все время взаимоувязаны со службой, мы в ней живем, мы вносим свои предложения, и это продолжалось весь период, когда я был, будем говорить, так рядом, вот, работая в ветеранских структурах. Поэтому сильно я не... Спасибо вам огромное. Мне кажется, эти слова могут стать хорошим финалом открытия и пленарного заседания первого Всероссийского молодежного таможенного форума. Спасибо вам большое, уважаемые эксперты. Спасибо вам большое. Друзья, спасибо большое вам за включение, за ваши вопросы, за интерес. Вот давайте в том же духе и продолжать, потому что
форум в первую очередь, он действительно, любой форум, и этот в том числе, он для того, чтобы выстроить этот диалог, выстроить взаимодействие и получить конкретные результаты. Не когда-то потом, а прямо здесь и сейчас. Поэтому я желаю всем хорошего, плодотворного форума, хорошей работы. И сейчас мы давайте еще раз поблагодарим наших гостей. У нас будет небольшой перерыв, ну а затем в этом же зале, на этой сцене, мы встретимся с вами с лектором Российского общества знания, олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. И вы сможете задать ему уже свои вопросы. Спасибо вам большое. Форум продолжается. Настроение. Супер! Мне нравится. Молодежный же форум, да? Нет, не московское долголетие. Поэтому, знаете, как московское долголетие зажигает? Ух, они такие молодцы. У вас должно быть в несколько раз еще больше и активнее. Давайте мы с вами сейчас порепетируем немножко, да? Проверим, после кофе-брейка у вас силы остались еще? Мне кажется, прибавились. Супер, тогда ваши аплодисменты порепетируем. Хорошо. Вот правый фланг и серединочка прям супер молодцы. Хочу слева эту сторону. Тут как-то хождения еще какие-то у нас. Дорогие мои, как вы готовы? Кофе дало вам силы? Прибавило? Вот. Отлично. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем программу форума. И сейчас у нас лекция от Российского общества знания. Но, честно скажу, я сама как лектор Российского общества знания признаюсь вам, что мы, все лекторы, очень не любим вот это слово «лекция». Мы любим всегда общаться. Мы любим, когда нам задают вопросы, потому что только в спорах и только в общении рождается истина. И любой лектор, выходящий на сцену перед своей аудиторией, всегда тоже наполняется какими-то знаниями, каким-то опытом, который есть у вас. Поэтому, к чему я веду? Прежде чем я представлю нашего лектора, нашего гостя, я хочу обратиться к вам. Вы уже начали задавать вопросы на предыдущей нашей сессии. Делаете это прекрасно. Я думаю, что к нашему гостю у вас тоже будет очень много вопросов. Не стесняйтесь. Я буду с вами в зале. У нас в зале также работают волонтеры, у которых есть микрофоны. Просто поднимайте руку и задавайте свои вопросы. Хорошо? Договорились? Чтобы у нас был диалог. Прекрасно. Ну а сейчас я с удовольствием представляю вам лектора Российского общества знания, олимпийского чемпиона 2002 года по фигурному катанию, 4-кратного чемпиона мира, 3-кратного чемпиона Европы, 2-кратного победителя финалов Гран-при по фигурному катанию Алексея Ягудина. Всем добрый день, я здесь. А еще говорят, я вас там встречаю. Коньки летом не едут. Вон как проскользнул. Незаметно подъехал. Незаметно. Да. Всем добрый день, спасибо большое. Слушайте, какая красота. Красота невероятная. Алексей, я вас оставлю на сцене, сама пойду в зал к ребятам, и мы оттуда будем вам задавать вопросы, хорошо? Конечно. Вопросов много. Я здесь для вас. Так, обычно в классе я сидел самый за последней партой, потому что я Гудин, а я в конце я был, а здесь я посередине. Еще раз спасибо большое за эти аплодисменты. Даже неудобно как-то садиться, а то я не увижу некоторые замечательные, амбициозные, веселые, радостные лица. Прям вот в далеком 2002 не было столь бурых аплодисментов, как сегодня. Вы вернули меня в мое прекрасное прошлое, но сознанием того, что я живу днем сегодняшним. В отличие от моей супруги, которая живет и будущим, я живу днем сегодняшним. А сегодняшний день дает мне возможность пообщаться с вами, еще раз, как скажу, с молодыми, у которых все только начинается. И я помню себя при плюс-минус в этом же возрасте, когда, конечно же, существовали определенные амбиции, какие-то определенные мысли, но было огромное количество всевозможных вопросов. А как? А почему? Зачем? И так далее, и так далее. И вот уже мне перед вами стоит Леха, я
далеко не Алексей Константинович, как меня привыкли за кулисами называть. Я такой же человек, как вы, простой, обычный, которому нравится порой и пошалить, но в то же самое время, я думаю, что, как и вы все, также любите смс-ку 900, когда вы отработали, и спокойно телефон пипикнул, все, зарплата пришла. Поэтому давайте сегодня поговорим о душах, и действительно воспринимайте меня сегодня не как... здесь уже лектор или там босс или учитель. Нет, я обычный человек, просто немного другой профессии под названием фигурное катание и фигурист. Но я точно такой же человек, который проходил, задавал много вопросов. И конечно, через адский труд и через многочисленное количество всевозможных травм в физическом плане. У вас, наверное, более эмоциональные травмы, хотя у меня тоже их вполне много было. Но я здесь вас не учить уму-разуму, а просто пообщаться и донести до вас, что на 46-й год я могу 100% ответить на свой же вопрос. Леха, а есть ли такие темы, которые сложно поднимать, на которые сложно общаться, на которые невозможно найти ответы? Нет, друзья. Есть всегда ответы на любой жизненный вопрос. Самое главное, было бы желание эти самые ответы искать. Простите. Слушаю внимательно и думаю, какой же вопрос первый задать. У меня их много. У вас список. У меня список. Я его оставила. Я тоже, знаете, не люблю лекции, вот это вот все. Тоже хочу поговорить. У меня вот какой первый вопрос. Вы сегодня не только олимпийский чемпион, который этот статус навсегда останется, и мы воспринимаем, естественно, вас в первую очередь как олимпийский чемпион. Вы сегодня телеведущий, актер театра и кино. Но я знаю, что у вас еще много разных прозвищ есть. И одно из них — «Человек-удача». Есть такое? Как прекрасно была выполнена домашняя работа. Садитесь 5. Спасибо. Так вот, «Человек-удача». При этом вы во всех интервью очень много говорите о важности труда, пахоты, даже так, для достижения результата. Вот в вашей жизни профессиональной в первую очередь, какое соотношение удачи и пахоты? И можно ли только одно, чтобы было, и чтобы достичь результата? Вот только на удаче или только на трудолюбии? Хороший вопрос, который требует не одной минуты для того, чтобы более развернуто и донести смысл. Начинали с простого, с прозвищ. Действительно, я прошел целую цепочку. Я был и хомячком в юношестве, потому что такие щечки были. Это сейчас я стал более подтянут. Наверное, все-таки с возрастом, да, немножко, ну так, теряешь. И не только все самое лучшее, но и такой вот я чуть-чуть. Был хомячком, был Алексеем Константиновичем, просто Константиновичем, был даже Джигурдой какое-то время. Да, можете посмеяться немножко. В Европе зачастую вызывали Алексей Джагудин. Они такие: о, Джигудин, Джигурда, все, Джигурдой будешь. Ну, я где-то год пробыл Джигурдой, а потом плавненько перешел на действительно, и по сегодняшний день меня называют человеком удачи, но это связано, наверное, с тем, с каким внутренним посылом ты подходишь к тому или иному мероприятию. Но это уже как бы третья стадия моей схемы такого пути и творческого, и спортивного, жизненного, который приводит тебя к определенным удачам. Я понимаю, что, еще раз говорю, что достаточно простой вопрос, но сложный в ответе. Если, забегая немножко, я кучу всю тему, то мне хотелось бы сказать вкратце, потому что мне хотелось бы все-таки перейти больше к тем историям, которые стали поворотными в моей жизни и показательными, после которых я мог уже четко определять, условно, что такое хорошо и что такое плохо. Для меня лично на первом месте это, конечно же, желание вообще что-либо делать. Я понимаю, что есть порой у многих и определенные амбиции, есть определенные мысли, но я думаю, что каждый из вас видел этот ситком телевизионный, да, когда актер, лежа на диване, удобно включал телевизор, начинал с ним общаться, «Наша Раша» называется, да, Сергей Светлаков, но дальше открывалась шипучка, озвучивались какие-то определенные мечты, но дальше дело не шло. Круто, когда у тебя есть определенные мысли в голове и действительно есть желание хотя бы хоть что-то сделать в этой жизни, нежели просто оказываться вот этим самым актером и, собственно, продолжая мечтать, но твоя жизнь никак не изменится. Я еще порой сравниваю свою жизнь с
каким-то таким строительством условного небоскреба. Нам всем хочется, конечно же, туда, наверх, потому что там прекрасные виды, более условно свежий воздух и так далее. Но мы понимаем, что в этом здании оно еще достраивается. Нет этого лифта, который, как и в нашей с вами жизни, нет определенных схем, систем, которые в одночасье, в одну секунду бы подняли вас туда на самый верх. Или вы стартуете в этом марафоне. Нет ничего, что поможет вам добежать быстрее всех, причем не на пару секунд, а даже порой на часы. И мы благодаря своим каким-то определенным действиям, поступкам жизненным потихонечку поднимаемся этаж за этажом. Мы согласны же с тем, что можем остановиться, кто-то устает быстрее, кто-то позже. Мы останавливаемся, дискутируем. Но дальше, если у нас нет желания продолжать, мы остаемся в этом пространстве. Когда я вот буквально вышел на эту сцену, конечно, мне все затрагивало внимание. Вы, ваши аплодисменты, из чего сделана платформа и так далее. Здесь часы, камеры, телевизионные экраны и так далее. Но с каждой дополнительной минутой пребывания здесь ты понимаешь, что это пространство ты осваиваешь, оно становится твоим. Но все-таки как интересно идти дальше, открывать какие-то определенные новые пространства, поглощать их и пытаться понять и ответить себе на вопрос, а это твое? Тебе там комфортно, там ты можешь становиться определенным героем, становиться двигателем, локомотивом этого всего процесса. Или же все же, впитав все то, что ты можешь, идти дальше. И также в этом недострое мы потихонечку, кто-то стремительно бежит, кто-то ползет. Но самое главное продвигаться, иначе становится какая-то стагнация, и в конечном итоге любая стагнация превращается в конечном итоге в какую-то деградацию. А мы хотим идти дальше, развиваться. Причем с вами сейчас разговаривает человек, который так же, как и вы, я надеюсь, хочет, нет, ну про себя-то я точно знаю, я надеюсь, что и вы также хотите хотя бы хоть что-то сделать в этой жизни. Было бы желание, опять же, познавать, впитывать, испытывать себя, порой проходить через такие моменты, когда вам кажется, что все. Это прям заключительный день, простите, вашей жизни. Хуже не будет. Поверьте, я во многих ситуациях жизненных был, когда казалось, и это помимо спорта еще, когда, проиграв один из турниров, мы вместе с... Ну, вы совсем молодые, наверное, это фамилия Тарасова, ну, тут уже... Да, даже мужики такие, да, это-то мы слышали, это мы видели. Когда мы с ней, простите, сидели после проигрыша одного турнира, она курила, простите, мы против рекламы каких-то, но просто говорю, это состояние. Мы втроем вместе еще с хореографом, мы плакали, мы сидели в этой душевой, и когда пришли официальные лица, чемпионата Европы, говорит, мы вам сейчас даже медаль не идите, получайте на награждение, иначе мы вообще дисквалифицируем. Это был просто опустошение, и ты не понимал, а как такое могло произойти? Причем для меня, ну, проиграть просто тебе было бы почет. А там Женя Плющенко. Зачем я эту фамилию произнес опять? Так же хорошо утро начиналось, день продолжался. То есть был определенный триггер, казалось, что все. Но видите, спустя энное количество лет мы начали вновь побеждать и впоследствии выиграли Олимпийские игры. Я, да, играю в театре. Благовещенск, Дальний Восток, фестиваль театра и кино. Играем прямо первый спектакль на жюри. Роман Григорьевич Виктюк. Это как в фигурном катании Тарасова, а в театральном искусстве Виктюк. И в конце первого акта, обнимая одного из актеров, я должен был сказать: «Папа, мой дорогой папа». А в конце второго акта, обнимая того же человека, сказать: «Мама, дорогая». Не спрашивайте, о чем спектакль. Тогда это было все в рамках дозволенного. И меня переклинило, бывает такое. И в самый важный момент, когда должен был прокричать, и все, и занавес. Я кричу не папа, я кричу мама. И он меня продолжает обнимать, занавес закрывается. Я-то понимаю, что произошло. И он понимает, это актер. А он такой двухметровый, а я же коротышка, даже в коньках. И он обнимает меня на ушко. Какая мама? Там сами вставляйте, что хотите. И уходит. Стремительно своими ногами двухметровыми уходит. Я остаюсь на сцене, все, занавес закрыт. Я понимаю, что я действительно какая-то выскочка, типа Леха, удача. Какая удача? Я им испортил прямо на жюри. Я поднимаюсь в гримерку. А знаете, как, помните, еще фильм был с Брюс Уиллисом «Армагеддон», когда он там взрывал астероид. И казалось, да, в моменте для нас из каждого это вот секунда, это, ну, как бы, да, жизненный момент. Раз, и все. А там
целые там 10-15 минут отрывки его жизни. И вот эти отрывочки воспоминаний из прошлого в одну секунду улеглись. Как я был маленьким. Ну, то есть я понимал, что все, сейчас это стероид разорвет. Я поднимаюсь в гримерку, а там театралы же, они вообще как бы немножко ненормальные люди. А они ходят там, господи, что мы будем делать? Может быть, переписать сценарий, как мы будем выходить. И тут говорит, Виктюк идет, Виктюк, а мне все равно до Виктюка. У меня Тарасова. А для них Виктюк. И они в таком шоке были, когда Виктюк пришел ко мне. А он такой немножко нестандартного направления мышления, так скажем. И он говорит, Алексей, он ко мне. А мне вообще как бы все равно, у меня мама, папа. И я говорю, ну, чего вы? Он говорит, Алексей, я придумал новый сценарий, там на тебе будем давить вин. Я говорю, раздавим все, что хотите. Брюкву, бананы, виноград. И я говорю, помогите. Он говорит, а что случилось? И я вот перед всеми артистами, я говорю, Роман Григорьевич, вот такая ситуация, случайно не папа, а мама. Что делать? Что поменять? Вы знаете, ответ меня потряс. И я потом начал анализировать тот вечер и расскажу, к чему я пришел. Он говорит, ребят, ничего. Все такие, ну как, почему? Что же будет? Мы же так обосрались. Он говорит, ребята, половина в зале вас не слушала, а другая половина и не поймет, что к чему. Идите, как шли. Играйте, поверьте мне, ничего не меняйте. И вы знаете, в жизни, вот мне 46 лет, вам понятно, там, особенно вам, 16, 17, вы, правда, у вас все только начинается. Забегая немножко вперед, мужик такой, что? Это он про меня? Ща, подожди. А, нет, слишком много тебе накинул. 46 лет, я понимаю, что действительно очень много таких моментов было, но самое главное, я понял одно, мы правда все живые люди. Хорошая, да, констатация факта? Мы все с определенными эмоциями, с определенными мыслями. И правда, сколько бы вам ни советовали, как бы вас ни обучали определенной жизни, жизненным моментам, мы в любом случае будем находиться порой в каких-то очень неприятных моментах, сложных для себя моментах. Но, как сказал великий Мухаммед Али, мы из этих моментов выходим либо со шрамами, либо с выученными уроками. Просто надо принимать эти ситуации. Эти, как, знаете, не наступайте на свои же грабли. Да сколько я наступал, я и буду всю жизнь, пока живу, буду биться об эти грабли. И каждый нас плюс-минус, в большей степени меньше, но будет сталкиваться с такими моментами, когда кажется, что все, выхода нет. Ребят, всегда есть завтрашний день. Правда, я здесь не для того, чтобы вас там супер как-то мотивировать. Мне самое главное, что я мотивирую в данный момент и себя самого. Обожайте себя, любите, но помните, что никогда никто не придет к вам на выручку, если только совсем прям вы не попросите ближайший круг. Вы главное действующее лицо этой жизни, своей жизни, своего жизненного пути. И в русской литературе, искусстве столько много этих всевозможных поговорок. Правда, это настолько красочно описывается, вот эти все истории, предложения, фразы, истории, они описывают нас. Мы, правда, я считаю, на мой взгляд, мы мега романтично настроенные люди. Мы такая нация. Мы, правда, любим полениться, полежать в полях, посмотреть, как корабли бороздят пространство космическое. Ну, правда, на скаку и коня там куда-то запрыгнуть, и остановить. Но это больше, конечно, русских женщин касается. Они-то, я считаю, низкий поклон всем нашим русским женщинам. Это, правда, для меня вы героини. Если бы не моя супруга, меня бы сейчас не было здесь. Правда, женщины, спасибо вам большое. Спасибо. Видите, как легко сделать из нормального человека подкаблучника. Это просто надо жениться на скорпионе. Ну, неважно, я прям забыл. И кашу из топора мы сварим. Мы, правда, можем абсолютно многое. Самое главное здесь, возвращаясь к своему первому, желание. Куда-то стремиться, разрывать, биться, разбиваться, не стыдиться ничего. Потому что как только, знаете, у меня супруга, правда, она очень такая дотошная в каких-то мелочах, она прям себя может, анализировать. Она помнит, например, в каких-то туфлях пришла, я говорю, о, прикольные. Она говорит, да, 10 лет назад ты мне сказал, что это бы я говно выбросила. Я говорю, как можно помнить эти мелочи?
Женщины такие, да, это про нас. Это про нас. Правда, есть такие, кого-то больше угнетают моменты, кого-то меньше. Но я придурок-то полный. Я за радость в жизни, и я за то, чтобы двигаться дальше, пробовать. Столько возможностей жизнь дает. И вы это, знаете, как, вы же буквально вчера школу, да, закончили, правильно? Знаете, да, там в слове окончания, суффиксы, приставки, это же можно все там видоизменять, как корень он один. И вот я плавно подбираюсь ко второму пункту после вообще желания что-либо делать. Ребят, как бы это банально сейчас и смешно не звучало, человеческая пахота никто никогда еще пока не изобрел, кроме как ИИ, но ИИ не поможет нам поднять наши пятые точки и пойти что-то сделать. Да, где-то. Это как допинг в спорте. Как бы помогает в коротком промежутке, да. А потом однозначно пойдет, скорее всего, наказание и еще отходняк, если так можно сказать. Это опять вот давайте быстренько к истории. Татьяна Анатольевна в свое время, когда я потерял четверной прыжок, а это условно как козырь в рукаве, и благодаря вот этому супер прыжку можно где-то побеждать. Я его потерял, ведь очень многое зависит, это третий пункт. Давайте коротенько. Желание, человеческая работа. Третье – это то, с какими мыслями и воодушевлением или наоборот подавленным состоянием мы подходим к тому или иному мероприятию. Кстати, знаете, у вас еще это впереди, начинаются элементы деменции. Слышали, да? Че ты ржешь-то, блин? Тоже, да? Иногда. Ты говоришь... Кто здесь, да? Вот так. Ты говоришь, потом в какой-то момент. А о чем я говорил? Вспомнил. Видите, как я время оттянул чуть, и мысли дошли. Второй, да, момент – это человеческая работа. И третий, с каким моментом? Это недавно, простите, мысли бегают. Мне так нравится разговаривать с людьми, потому что я сам заряжаюсь. Еду в лифте с женой, смотрю на себя в зеркало, говорю, Лех, блин, ты такой крутой, прикольный чувак. Жена, как? Как так можно жить? Я говорю, Тань, так нужно жить. Не копаться там, что кто тебе сказал, какие у тебя туфли, и какого ты роста, и кривые у тебя ноги или нет. Это мне дочка старшая говорит, блин, ну почему у меня ноги в тебя? Я говорю, ну блин, прости. Я говорю, а ростом ты, говорю, в мать. Ничего ты ей спасибо не хочешь сказать? Она такая, ну ладно, мать тоже, спасибо тебе. Ну блин, опять же, из любого момента можно вытянуть что-то. Смешной, позитивный, и опять более окрыленными двигаться вперед. Второй пункт, да, человеческая работа. Я понимаю, что каждый хочет как-то, это тоже у нас, у романтиков, как бы, не обмануть, но как бы так что-нибудь там где-нибудь скидочку, может быть, там через друзей и так далее. Конечно, такие моменты работают, но все равно в большей степени больший процент работы и результат твоей работы – это твоя человеческая пахота. Если в мои дореволюционные годы, когда еще динозавры там ходили, еще до этого, когда я выступал в спорте, там, конечно, в одиночку еще как-то можно было побороться, но сейчас в сложно сочиненном мире, вы видите, я понимаю, что вы немножко в другом направлении. Кстати, с таможенниками у меня очень много интересных историй. Особенно во Внуково недавно. Когда... Так, небольшое отвлечение, просто вспомнил. Когда... А я сразу... Правильно, я не знаю, может, я ошибаюсь? Это как ДПСник, надо всегда в глаза смотреть, и вам тоже. Я сразу так подхожу и говорю, ну что, ставлю сумку. Ставить сумку. Сумку ставить, я спешу, быстро. И я говорю, Турция, я из Турции, сумку ставить. А он говорит, рюкзачок. Я думаю, ах ты, хитрая. Знает, где я везу сумки жены. Не, ну дальше вопрос. Простите, что немножко у меня есть. Ладно, я быстро говорю, секунд 15 на это. А она, видать, выучила это слово, говорит, проезжает, я-то понимаю, что она видит, там сумка в сумке. Просто у меня с женой короткий, я говорю, откуда, куда, что я везу? Потому что мальчики не возят обычно ничего, а мальчики возят только вещи девочек. Я, собственно, вот такой мальчик, который перевожу вещи жены туда-сюда. Не знаю, зачем ей нравится туда-сюда перевозить, но неважно. И две такие сидят. Ты видела? И мне. Я говорю, доставать? Она такая, Гермес, видать, выучила где-то. Я говорю, а я заранее посмотрел, я люблю это, подготовлю. Я говорю, нет, там какая-то мяу-мяу сумка. Че, знаешь, да? Миу-миу какая-то. Я хрен знает, что это такое. А она опять, Гермес?
И я говорю, нет, там даже не пах. А, ну ладно, проходите. Я говорю, ну спасибо, до скорых встреч. Ладно, неважно. Но прям такие серьезные люди. Сегодня прям вы излучаете добро, а вот когда я прилетаю... Немножко, дайте, как в этом напряжении. Да, там, а я сразу лицом говорю, Алексей Ягудин, здрасте. Здрасте. Выиграл в 2002. Можете не помнить, но бабушка ваша помнит. Пропустите меня к такси. Ладно, возвращаясь. Сейчас в сложном священном мире действительно очень сложно в одиночку где-то что-то штурмовать. Конечно, можно периодически, но всегда. Все равно я понимаю, что вам не раз это говорило на ваших, может быть, каких-то обучениях, учениях про поводу силы командной работы. Я понимаю, еще раз, я не ваш учитель, не педагог, просто Леха Ягудин, у которого все получилось. Но самое главное, я здесь не кичусь теми победами, наградами, которые были в далеком. Для меня очень важно, чтобы человек, опять же, отталкиваясь от того, как я вижу этот мир, мое мнение может быть абсолютно не сходиться с вашим, но настолько же, еще раз подскажу, интересно попробовать, потому что ты нигде не знаешь. Я помню, ну вот я фигурист, да, вот сейчас как у Боярского, там у него бедро потертое скрипит, у меня бедро, а я что сказал? Седло у него, да, у него седло, у меня бедро. Но опять же, находить позитив, что, драгоценный металл, титан, вложение в будущее, вложение в себя, все. О, забыл. Вспоминаю. Так, командная работа. В моей жизни было несколько всего команд. Я к тому, что вам говорили о том, что давайте там команда и так далее. Но это правда, опять же, я не ваш педагог. Это правда работа. Я в какую-то выжимку сейчас дам. В моей жизни было две команды. Одна под руководством одного тренера в Санкт-Петербурге. Там же тренировался, ну, вы уже отреагировали, я понял, что вы знаете, к сожалению, Плющенко, да? И вторая команда под руководством Татьяны Анатольевны Тарасовой уже отдельно. То есть в моей жизни было таких два гранда, два больших коллектива. В чем разница? Наверное, именно, как это говорится, рыба там, ну и так далее. Плохая фраза, но она все равно существует. Все равно начальник, кто во главе. Лично я ратую за то, чтобы был всегда условно очень сильная волевая личность, значимая, которая может и кулаком по столу и так далее. Но что я нашел и что для себя я выделил вот этих разницу в этих двух коллективах. Казалось бы, идентичные составы, оба тренера хотят выигрывать, побеждать своими учениками. Понятно, что заточены только на победу. Хореографы, постановщики, физиотерапия, компоновка музыки, эскизы и так далее. Все одно и то же. Но в чем суть? В том, что мне в Санкт-Петербурге, а я задаю очень много вопросов. Вообще интересно задавать по жизни много вопросов, потому что, ну, это круто, когда тебя что-то волнует. Это сам себя похвалил. Молодец, Леха. Продолжай. И мне говорили, я говорю, а почему вот так? А мне говорят, ну, я больше знаю. Ну, как бы, да, вот я с позиции работающего и начальника. Я говорю, хорошо, а почему? И мне говорили, Алексей, давайте померяем ваш мозг. Я говорю, как мы будем делать? А он говорит, вот. А у меня низкий еще. Я говорю, вот. А Алексей Николаевич Миш такой, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, у него лысинка. Он говорит, все. Я победил, делай, как я говорю. Да, мы также посмеялись, весело, но все равно мы, опять же, и с возрастом становится это более актуальным, мы хотим все равно получать определенные ответы. И вот эти ответы, как оказалось, я получил впоследствии потом с Татьяной Анатольевной. Вы знаете, простите за тавтологию, но сила сильного человека, личности, преподавателя, вашего, там, признавать порой свои ошибки, показывать свою слабость. В этом нет ничего особенного. Когда Татьяна Анатольевна садилась напротив меня, вот так смотрела, говорит, слушай, Леш, я не знаю ответ на твой вопрос. Или, например, я не знаю, как помочь тебе вот с этим прыжком. Но у меня есть, допустим, знакомый, который работает в соседнем штате. В тот момент мы в Соединенных Штатах Америки тренировались. Говорит, а давай поедем туда. И, вы знаете, спустя энное количество лет... Ну, опять же, супруга моя, я почему от нее тоже порой отталкиваюсь, потому что она такая стеснительная, она боится проявлять свои, может быть, какие-то искренние эмоции. А в этом нет ничего особенного. Знаете, когда говорит, мне стыдно там или и так далее. За что? Ну, когда что-то не то случилось, поверьте, завтра будет другой день. Просто надо трезво оценивать и, самое главное, не закапывать себя еще дальше. Потому что вы себя можете сами закопать.
глобально другим абсолютно все равно, что происходит в вашей жизни. Вы понаблюдайте, вот по улице вы идете, вы думаете, люди, которые проходят мимо, волнуют ваши жизни? Нет. Поэтому вообще, закрывая глаза с высоко поднятой головой, действуйте, атакуйте, пробуйте. А их мнение, ну, извините, я, может быть, в корне, вы со мной не согласны, и, может быть, ваш начальник, да плевать ничего они мне про меня скажут. Это моя жизнь. Я хочу быть в ней победитель. У меня есть моя команда, допустим, либо я где-то прорываюсь для них, либо вместе с ними. Но мы, правда, живые люди. Вы думаете, я не было моментов, за которые мне стыдно? Ну, даже та ситуация, например, со спектаклем. Ну, я выскочка какая-то, фигурист, а про спортсменов же вообще, да, ну, такие мы все люди, потому что, типа, образования не было. Это меня мать заставляла, я хоть школу с серебряной медалью закончил. Спасибо ей огромное за это. Да ладно. Это маме, это не вам. Я просто помимо деменции, помимо зрения, я еще и хуже стал слышать. Поэтому то, что вам сказали, вы поаплодировали, наверное, что-то позитивное, да? Абсолютно. Спасибо. Да, продолжаем. На чем я остановился? Помогай. Команда. Команда молодости нашей. Это вы. Прорываясь, но закончив, я уже по психологии хочу уйти. Были моменты, ну как мы в душе, например, да, плакали. Еще также, когда все у вас кажется хорошо, ведь мы всегда, нормально, никогда не расслабляться, потому что ваши, ну я понимаю, здесь немножко другим языком, но попробуйте трансформировать, хотя это моя задача в первую очередь, более понятливым языком, как в спорте, например. Не надо ждать, когда что-то произойдет для того, чтобы поменять себя. Всегда нужно, это как дочка заходит, мама ей говорит, сок достань, из холодильника открывает, такая, нет, там он, да нет. Она говорит, доченька, жизнь – это не твои социальные сети, которые ты пролистываешь, что эти прямоугольнички, а там глобально же ничего не меняется. Я просто на мысли себя недавно поймал, был в реалити в одном, нам не давали мобильные телефоны помимо еды. Ну, там не было ни еды, ни мобильной связи. И в какие-то моменты на 5 минут дают, но я жене, допустим, детям, они в другом месте были в тот момент. И я понимаю, что остальные, они вообще перестали интересовать меня, потому что там ничего не меняется. И в жизни вот это вы просто пролистываете, нет никакой дополнительной информации, там нет ничего, кроме как вот как мультики, посмотреть в вечернее время, когда дети спать. И все. Жизнь, она прекрасна тем, что везде что-то. И в любом случае эти маленькие пазлики, которые вот не достают для общей красочной картины, они везде. И жена говорит, Лиза, просто говорит, а ты покрути головой. У тебя, говорит, не только вот здесь. А она такая, да? Открывает такая, вот сок. Жизнь, она правда прекрасна. Я понимаю, бывают моменты вновь там с носовыми платками, и нам кажется, все, это финал. Нет, друзья, это только начало. Как с бедром, например, одна ситуация, опять же, показала, что надо искать и что-то интересное. А мы, потому что мы так, я считаю, правда, мы изобретательны. Мы вон Евровидение, церемонию там открытия провели, люди у нас вверх ногами по потолку ходили, все в мире такие, ни хрена себе. Как это так? У нас даже когда колечко, олимпийское кольцо одно не раскрылось во время церемонии открытия нашей Сочинской Олимпиады. Там я правда говорю, Константин Львович Эрц, Первый канал, сам понимаете, генеральный, он там уже практически петлю искал, чтобы повеситься. Потому что это, казалось, все. Это как у меня Благовещенск, когда я сказал, мама-папа перепутал. И у Константина Львовича такая же ситуация была. Ребят, прошло энное количество лет, так мы из этого сделали новый бренд какой-то, запатентовали. То есть можно использовать любые мелочи, не только очевидные. Приезжаю, да, у меня вот, допустим, выиграл уже олимпийскую медаль, но дошли до того, что нужно менять бедро. И я приезжаю на один турнир, СМС-ка 900 вроде хорошая, за этот турнир, но нужно сделать свою работу. Вроде обыграть я их могу, но выхожу на тренировку, нет бедра. Объясняю, как это. Это как свет включить, выключить. Либо свет есть, либо его нет. Вроде скользить могу, но, в принципе, также могу и в парке Горького здесь поскользить. Результат оценки будут теми же, надо подпрыгивать. Я ухожу с тренировки, вечером турнир, я понимаю, надо думать. Леха, думай, что просто так приехал, смс-ка 900 жирная, хорошая, надо получить.
Я придумал, простите, опять же, наши уважаемые дамы, немножко такой подход. Я просто взял, ну, спортсмены, они же такие, я же показывал, взял разогревающую мазь и намазал себе одно место. Ну, ребят, жгло так. Я забыл, что у меня есть бедра, что у меня может быть где-то кариес, что меня вообще зовут Алексей. Я турнир выиграл. Я просидел, я из мини-бара достал все вот так, всю ночь. Просто кто связан со спортом, понимает, что там нельзя смывать водой, то есть либо масло. Ну, короче, сложный процесс. Влипнуть туда, в этот, легко. Оттуда выйти немножко сложнее. И я вот так просидел. Ребят, я клянусь, с улыбкой на лице. Полночи я просидел, но осознавая то, что самое главное, ты прошел этот путь, и ты дошел до финальной черты, причем с кубком в руках. То есть ты нашел выход. Это тушил пожар. Дальше, вот, поскольку мы здесь в центре, я тоже вспомнил, сейчас с Кутузовского съезжал, например, было как-то мероприятие. Это к тому, я потихонечку к третьему моменту перешел, вот к состоянию нашей головы. Ну, знаете, оптимисты, пессимисты, наполовину наполненный бокал, наполовину пуст. Смотреть можно по-разному. Можно ехать в лифте, смотреть на себя и говорить, блин, какой же я невезучий, какой же я, блин, ну вот такой-сякой, ничего не понимаю. Ребят, я правда, я больной человек, но чем больше я верю в то, что у меня получится, оно и начинает получаться. Как-то сказала Татьяна Анатольевна Тарасова, Леша может все. Ну все тоже поржали, потому что все прекрасно понимают, что Леша, а Леша может все. Я с годами это понял. Просто надо по-другому подходить к этому моменту. Не бояться какой-то критики. Конструктивная всегда за. Я тоже. Всегда. Но мне лучше, например, сказать, Лех, ты там вот плохо, вот это, чтобы тебя опять подталкивать к дополнительному какому-то обучению. Мне правда не нравится, когда хвалят. Потому что я считаю, что все равно где-то что-то не доделываю. И после нашей встречи сегодняшней тоже буду себя ругать, что вот там в какой-то момент я перескочил. Потому что только сейчас я вспомнил, что я начинал говорить про допинг, про Тарасу и перескочил другое. Молодец, что посмеялся, да? Я вот такой. Но к этой истории наглядно к тому, что это сиюмоментный какой-то плюс, дополнительный, да, но в конечном итоге по-другому зарабатываются результаты, медали и грамоты. Когда я пришел, Татьяна Анатольевна понимает, да, у меня пропал четверной, это козырь. Она такая, на, таблетку мне дает. Я говорю, я не могу, это допинг. Она говорит, Леша, я с такими людьми общаюсь. Я говорю, с какими? Она говорит, с космосом. Я говорю, Татьяна Анатольевна, простите, а вы в каком состоянии с космосом общаетесь? Она говорит, да, Леша. Она говорит, с людьми, которые, ну, там, с космосом работают, я так понимаю, там, как это, медицина, полеты, физио, я не знаю. Я говорю, ну ладно, давайте. Я говорю, точно? Говорит, да, Леш. И дает мне таблетку. Я через полчаса, все, я Халк. Я клянусь, я готов был снести все. И Москву-Сити вот этот весь, перенести просто в Китай-город. Я вот такой сильный был. У меня, кстати, до сих пор у меня что-то опять не получалось. Я ударил рукой, у меня вот срослась кисть неправильно. И после той тренировки мы поехали еще и в больницу, и лангетку наложили, вправляли кисть обратно. Просто, ну, невероятная сила. Но четверной, то есть нужно пробить психологическое определенное состояние, пробить его. Мы пробили. И руку тоже. Приезжаем через 2 недели на чемпионат Европы. И я говорю, Татьяна Анатольевна говорит, что тебе? И я говорю, космоса хочу. Знаете, она мне в глаза смотрит, говорит, Лех, ты дебил? И я говорю, что такое? Она говорит, да просто оскорбинка была. Это к тому, что мы, правда, когда экстренно мы машину там поднимем, да, с места сдвинем и остановим на ходу, и в горячую избу, это правда все. Но порой лучше не отводить. Опять же, яркий пример. Перешел к Тарасовой, 1-й год, всех победили. 2-й, что человек, ну, обычно, у нас же тоже, у нас нации, и так сойдет. А потом, пока жареный петух не клюнет. Это нормально. И вот 1-й год, все хорошо, пошел 2-й, чемпионат Европы, душевая, слезы, пытаются нас дисквалифицировать, потому что проиграли Плющенко, чемпионат Европы. Но месяц спустя приезжаем на чемпионат мира, победа. Естественно, что в головах у Алешки и у Татьяны Тарасовой? Все нормально.
Мы их сделали. Естественно, как итог, да. Как итог, следующий год хотел по-молодежному что-то сделать, но там только плохие жесты. Просто я подумал, это не подходит. У меня 2 дочери, я сейчас учусь 67, там вот это. Ничего не подошло. Короче, и ничего не подошло в том сезоне. Везде проиграли. Причем для любого спортсмена, казалось бы, да, ну, серебро мира, Европы, это же так круто. Это было все. И вот жареный петух клюнул. Остается ровно год до Олимпиады, и ты думаешь, Лех, ну надо теперь уже что-то призадумываться, что-то менять. Перевез Татьяну Анатольевну Тарасову к себе домой на вопрос, типа, а зачем я тебе нужна? Я говорю, Татьяна Анатольевна, я покутить люблю, я нормальный. Сидите здесь, я говорю, чтобы меня за шкиворот каждый вечер не давали мне уходить из дома. Он говорит, я поняла. И вот я просто... К сожалению, просто мы доводим порой до определенных крайностей, и потом из крайности опять в крайность. Потому что я не ел ничего, у меня была только чашечка кофе в день, и утром мне Тарасова делала кашу на воде. Там какой сахар, молоко, это вообще нет. И вот мы резко очень похудели совсем сильно. Потом, естественно, было время для адаптации и так далее. Но просто к тому, что чтобы не доводить, но это нормально. Мы в любом случае, я думаю, что в крайнем случае будем поступать вот так. Сначала довести до крайности, потом привести свою голову в порядок, принять решение и в очередную крайность. Но это, мне кажется, структура вообще поведения русского человека. Ну мы такие, блин. Все такие кивают, да. Да, я лучше до последнего доведу. Третье, опять же, возвращаясь к психологии, правда, очень сильно влияет, например, вот здесь, да, возвращаясь к трешка, Кутузовский и Третье транспортное кольцо, где большие сбербанковские, опять смс-ка 900, оттуда, наверное, идет, стеклянные вот эти огромные здания. Мне позвонил агент. Говорит, слушай, Лег, говорит, там лекцию надо будет прочитать, но проблема в другом. Они отпускают и по времени вообще не двигаются, ровно в час. В 2 у тебя вылет из Шереметьево в Сочи, где спектакль «Авербуха», нет замен. Ну, условно, Ромео и Джульетта, как там без Джульетты? Хотя, в принципе, если она Скорпион, все равно как без Джульетты. Я говорю, ладно, я правда сидел, мониторил каждый день, как мне быстрее. То есть 40 минут, чтобы зайти в самолет. Я без багажа был. Перезванивает агент, Лег, говорит, что делаем? Я говорю, а что за лекция-то? Он говорит, а когда тебя это волновало? Я говорю, ну просто сейчас к слову пришлось. Он говорит, грибок на ноге. Я говорю, ладно, это не проблема. Он говорит, ну ладно, давай, говорит, откажемся. Я говорю, не, надо пробовать до конца, потому что никогда не знаешь, чем любая история завершится. Он говорит, все, давай ты сам, сам занимаешься этим, я не хочу ввязываться и потом быть причиной неудачи. Нашли. Опять же, все ответы, нужные нам по жизни, они кроются здесь, вокруг нас. Просто нужно крутиться, вертеться, разговаривать, думать головой хотелось бы. Не к тому, что я такой охрененно умный. Просто мне очень нравится выполнять задания. И тут я услышал, мы это слово слышим на ежедневной основе по несколько раз, мотоцикл. Я понимаю, что потом у меня, как в мультиках, знаете, когда слюни летят, и я лечу вместе с мотоциклом в Шереметьево. Просто итог этой истории я сделал. У меня задача сделать. У вас, у молодежи, сейчас немножко другой посыл, может быть, у вас больше свобод. В то время, когда я, например, воспитывался и, например, все равно вижу здесь лица, помню, да, вот тот все равно Советский Союз, 80-е, 90-е. У нас, поверьте, у нас было слово «надо». Сейчас есть очень много разных возможностей, подходов, каких-то определенных нюансов, как-то можно... Раньше нет, все, вот в лоб. Ты идешь и только побеждать. Вы знаете, когда иностранцы, это не потому, что меня там просили как-то придумать, это само пришло в голове, когда иностранцы говорят, we are happy to be a part of this sport holiday. Ну, типа, мы счастливы быть частью этого большого спортивного праздника, там, когда они приезжают на Олимпиаду и так далее. И я счастлив быть частью праздника? Нет. Нас обучали, мы так росли. Быть не частью праздника, а быть частью праздника и быть королями и королевами на этом празднике. А как по-другому? Тебе интересно во втором эшелоне крутиться, вертеться и радоваться остальными, которые кто-то выигрывает, а ты вместе с ними типа часть праздника?
Нет. Когда Тарасова, ну, теперь я уже понимаю, что вы знаете, приехала своей первой олимпийской медалью от своих учеников. Я еще, наверное, тогда не родился. Ну, может, сиську сосал уже. Или, может, коньки уже надевал. Ну, неважно. Она приехала, это ее история. И она великому Анатолию Тарасову, это, может быть, ну, по старшему поколению знаю, да, там, это гуру хоккейного мира, Советского Союза. И вот Анатолий смотрит на нее и говорит: доченька, она вот с этой серебряной медалью Олимпиады. А он говорит: это вот ради этого ты вот прибежала и тут веселишься, ну, как бы не ты радуешься. Неужели тебя серебро Олимпиады, вот так, как бы, вот такие эмоции? То есть мы воспитывались немножко на другом. Сейчас как бы больше свобод. Ну ладно, ты мой этот хорошенький, дорогой, ну ладно, посиди в интернете и так далее. Мы потеряли общение, к сожалению. Я как родитель, я вижу по своим двум дочкам. Понятно, что запрещать, отбирать, это тоже неправильно, потому что весь мир сейчас крутится вокруг этих гаджетов. Очень много происходит там. Вы очень много также познаете оттуда. Но это можно совмещать, но, на мой взгляд, больше не онлайн-общений, а человеческих, таких вот встреч, когда мы можем впитывать, мы можем разговаривать не через вот эти там прочитано, написано, исправлено, отправлено и так далее. Здесь... А давайте и воспользуемся этой возможностью пообщаться сейчас не онлайн, не где-то, да, у нас, но это правда уникальная возможность сейчас задать вопросы олимпийскому чемпиону. Я просто боюсь, мы не успеем. Быстрее, быстрее, микрофон сюда, пока Да он не не, ушел. нормально, нормально. Где? Беги сюда. Да, вот. Спортсмены, что ли? Ну, а то. Да, я сейчас договорю. Просто раньше... Это жене, знаете, говорит Женя, у вас такой интересный муж? Она говорит: ребята, он дома молчит. Спасибо за общение. Прошу тебя. Давай. Евсеева Кира, студент Российской таможенной академии, второй курс, юридический факультет. Есть высказывание: «Человек без мечты, как птица без крыльев». А как вы считаете, может ли жить человек без мечты? И если да, то это будет жизнь или больше существование? Спасибо. Да, может жить, да, это будет жизнь, продолжаться у этого человека, но да, последнее, что ты сказала, это будет просто, наверное, существование. Ну, правда, ну, я вот фигурист в свое время, да, все это скользил, спорт закончен, но мы понимаем, что рано или поздно любой процесс, привет, дай тебе тоже, любой процесс, рано или поздно, он заканчивается. Это к тому, что я говорил, да, победа, вот это все. Дальше надо постоянно, каждый день, ну, хорошо, сам не согласен с собой, через недельку, вторую, но постоянно что-то видоизменять, улучшаться, потому что, как и в спорте, когда Тарасова меня брала, она говорит: Леш, устал? Я говорю: да. Она говорит: еще вот это сделай. Я говорю: зачем? Мы уже выполнили план. Она говорит: Леш, поверь, соперники просто и на вашем, проектирую спортивную жизнь, да везде все одно и то же. Схема построения любого мероприятия, она одна и та же. Жизнь – это одно и то же. Это как Новый год, и вы покупаете условно елку. А вот дальше от вас зависит, какие украшения на этой елке будут. Конечно, можно просто ни о чем не мечтать, просто существовать. Я правда даже не могу представить, как это. Потому что мне правда интересно, когда коньки отбросил, титан вкачал в бедро. А что дальше-то? А мне правда всегда было интересно. Как я говорил, это, я называю это коридором возможностей. Огромное количество всевозможных дверей, только не путайте с той дверью, куда Филипп Киркоров заходил. Не будем туда заходить. У нас есть еще один вопрос. Да, вот молодой человек, между прочим, мне махал. Рубает. Заходить. Я и пел. Слова, правда, никогда не знал ни одной из песен. Но все равно пробовал. Но ты понимаешь потом, например, вот это не твое, но пробуешь дальше. Прости, да. Да ничего страшного. Давай. Да. Пользуйся моментом, иначе Скажите, получится. пожалуйста, как вы научились все делать так, чтобы вот вся эта ваша реальность, пространство, да, мы же архитекторы своей реальности и пространства, да, что вы вливаетесь это в... Что, «Интерстеллар» вчера посмотрел? Давно еще. Что вы вливаетесь в это все пространство таким способом, все вот эти мелочи, да, то, что вы говорили, вокруг себя замечаете, да, что вы как бы можете... Мелочи замечает мой скорпион. Я только нужные, а она все. Я понял, да. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Ты знаешь, мне сложно порой донести до не то что ума, до восприятия других личностей мою потребность, правда, пробовать.
Я правда, когда вот, например, первый опыт ведения там, телевизионной передачи, но я неспроста же показал, что спортсмены, да, в основном. Но опять от человека зависит. Ты остаешься в таком состоянии или все-таки где-то ты возбуждаешь своих, допустим, окружающее пространство. Не обязательно, запомните это, быть олимпийским чемпионом, чтобы и получать нормальную смс-ку 900 на гастролях и быть узнаваемым. Очень много есть моментов и историй, когда люди, никогда не завоевавшие медалей на том или ином турнире, нормально трудоустроены, прекрасно создают образы и так далее. Себя познавать, не быть как все. Думать башкой своей. И самое главное, опять же, это простые слова, но просто для меня они звучат как истина. Знаете, все самое сложное в простых вещах. Здесь просто у меня правда есть, ну, его не убить, это желание пробовать и во все ввязываться. Второе, это действительно мне нравится пахать. Я правда могу сутками напролет работать, но я могу и встать в 2 часа дня или в 3 сказать, что так рано. Я правда такой. Но третье, мне кажется, это очень важный факт. Просто слепо верить, что я лучше всех, и я разорву всех в любых своих начинаниях, зная, что ты такой же, как все, и у тебя будут ошибки. Когда первый опыт был ведения, когда я пришел в Останкино, это поцелуйчики вам всем. Жена, кстати, нашла с утра. Что я говорю? В Останкино. Первый опыт ведения передачи телевизионной. Вы думаете, мне страшно не было? Это когда, как в спорте, у тебя ватные ноги, ты не понимаешь. Правда, никакого опыта. Потные ладошки, под мышках течет от страха, а ты сам холодно-холодно знобит тебя. Вот так страшно было. И моя соведущая, она в какой-то момент, Лариса Васильевна Голубкина, она вот так брала туфельки. Я пошла. Все такие, вы куда, Лариса Васильевна? Она говорит, я устала. И уходила. И вот тогда Алексея Константиновича была развилка. Что делать? Ну, понятно, что можно завтра, Лариса Васильевна придет, мы все допишем. И все такие режиссеры говорят, а что? Я говорю, я. Они такие, что ты? И я говорю, пишем. Пробовать, не бояться, не стыдиться своих поступков. Мы все совершали и будем совершать ошибки. Это нормально. Но просто гораздо быстрее реагировать на них, обдумывать, что было не так, не загружать себя еще сильнее. Я понял. Опасность, жарко. И идти дальше. Всегда дальше. Атаковать новые преграды. Простите. У нас уже у кого-то микрофон. Не, времени есть, нормально, у нас куча времени. Вся жизнь впереди. Задавай вопрос. Николай Самуленко, Смоленская таможня. Подскажите, вы сказали, что в какой-то момент потеряли свою крутую фишку четверной прыжок. Может быть, как совет для всех. Вы, когда потом продолжали карьеру, вы восстанавливали четверной прыжок или искали новые свои сильные стороны, или и то, и другое делали, чтобы дальше в карьере быть на первом месте? В фигурном катании, да, вы абсолютно правильно, да, есть такой момент, когда ты что-то пошло не так, это же опять все от головы. Раз у тебя что-то не получилось, 2 не получилось, 3. Да, увидели. Давай микрофон туда, пока вот мужики такие активные, странно. Вот девушка здесь на 3-м ряду очень давно хочет. Ага. Да? С самого начала. С самого зарождения планеты Земля? Это хорошо. Там нет ничего другого, чтобы ты мог использовать. То есть, условно, четверной прыжок – это правда, это тот айсберг, благодаря которому ты можешь пробить эту великую китайскую стеночку, условно. То есть это тот элемент, без которого нет других сторон, с которыми ты бы мог побеждать. А четверные прыжки вообще в нашей жизни мы порой раз что-то не получилось 2-3, и потом мы уже как бы начинаем быть уверенными в том, что это и не получится. Поэтому Татьяна Анатольевна пробовала этот момент резко поменять что-то в тебе. Это как первый турнир с ней. Всегда, видите, искать какие-то моменты, которые могут кардинально что-то поменять. Простые вещи. Стоим, первый турнир, сейчас на 6 минут выйдем на лед. Ребят тоже стоят готовые. И тут раз что-то укололось. Странно что-то. Ладно.
Дальше. Опять что-то колет. Думаю, что новый костюм. Действительно, новый первый турнир с Тарасовой. Может, булавка осталась. Ну, ты же не катаешься в костюме соревновательном на тренировку. Думаю, странно. И в третий раз я поймал Тарасу, она меня колет булавкой. Я говорю, вы что делаете? Она говорит, я что-то увидел, ты вроде сбледнул немного. Я говорю, Татьяна Анатольевна, первый наш с вами турнир, успокойтесь, я нормальный. Я говорю, я адекватный, я люблю. Опять же, выходка Тарасовой. Человек, и после этого поступка ее он стал двукратным олимпийским чемпионом в 98 году. Я просто знаю эту историю. Парень такой есть танцевальный, Грищук-Платов, танцевальный дуэт российский. В 98-м они стали двукратными. И она в какой-то момент взяла стакан, налила воды и выплеснула на партнера. И он весь мокрый выходил на старт. Потому что, правда, в какой-то момент у спортсменов от волнения вышибает ноги, они ватные. Ты не контролируешь, то есть как бы голова работает, а сигнал не проходит. И нужно что-то резкое, знаете, как там испугать человека, чтобы он типа проснулся. И вот момент, он такой, а что вы делаете? Она говорит, а что делать? Ты на себя в зеркало, говорит, посмотри. А он бледный вообще был. То есть вот так как бы, вот эти моменты, очень их много, они всегда есть. Просто опять было бы желание с человеческим пахотом искать, обязательно найдете. Простите, давай. Здравствуйте, Прудник Александр, Центральное таможенное управление. У меня такой вопрос. Я как понимаю, вы тазобедренник. Как часто вы меняли тазобедренный сустав? С учетом того, что вы занимались спортом. И мы поняли, что у вас смс-ка 900 достаточно жирная. У нас 4 минуты осталось. Он сказал, что у меня осталось 4 минуты? Я не разобрал ни слова, кроме спорта и... Скажи еще раз, пожалуйста, коротко в микрофон. Вы меняли себе тазобедренный сустав с учетом того, что вы занимались спортом? Просто мы поняли, что у вас смс-ка 900 достаточно жирная, а срок службы тазобедренного 15 лет составляет, а как бы фигурное катание – это противопоказание. Так, тут что-то личное. Я первую половину все понял, а дальше начали смеяться. Я не... Короче, смотри. На первую половину. Каждое утро меняю. Да нет, один раз. Ну, гарантия. Ты про гарантию? Нет, я не про гарантию. Я про срок службы. 20-25 лет. Ну, я прошло знаю, уже... Да. Но фигурное тоже? катание, оно противопоказано, да. Нет. Поэтому... Кто противопоказал? Ну, врачи говорят, что нельзя кататься на коньках, если у вас тазобедренный сустав. Вот. И я поэтому спрашиваю, как часто вы меняли себе тазобедренный сустав? Переживает. Смотри, ты не переживай. Менял где-то в 20 с чем-то, теперь уже 46. Скрипит реально прикольно, когда носки надеваю, там по лестнице поднимаюсь и так далее. Ну, более подробно не буду здесь. И так уже много подробностей поведал. Нет, один раз менял. Ух ты. Что противопоказано? Ну, желательно нет, но прыгаю. Снимок сделал, пустот нет. Можно дальше? Ну, в смысле и кататься. Я очень хочу. У меня просто очень больные колени, меня бедра уже давно не интересуют, у меня проблема в коленях. Но не, один раз действительно все хорошо, было страшно возвращаться и прыгать, потому что, а вдруг там бедро сломается. Но зато, опять же, старайтесь находить что-то позитивное и искать из любой ситуации плюсы. Они всегда есть. Это как протоны, нейроны, там, электроны и так далее. Все это, везде баланс. Я маме позвонил, говорю, мам, я маленькую дырочку оставил в бедре. Она там с ума уже во время операции говорит, зачем? Дрожащим голосом я говорю, как зачем? Машинное масло заливать, чтобы не скрипело. Как в воду глядел, у меня реально вот теперь, если в тишине скрипит, прикольно очень. Не, нормально, все, катаюсь. Мы успеем еще один вопрос? Да, мы все успеем, давай. Последний, финальный. Я не спешу. У нас, видите, кресла приготовлены для следующих. Нас будут кто-то просить. еще будет? Представляете, кроме нас. Да, поехали, пожалуйста. Гладченко Владимир, Ростовская таможня. Алексей, скажите, пожалуйста, а кто является для вас кумиром? Не только в спорте, но и по жизни. И что ощущаете вы сейчас, когда являетесь образцом вдохновления, великие достижения в России для молодых фигуристов, вообще молодых спортсменов и всех тех, для молодых фигуристов. кто сейчас, всех нас, которые хотят и стремятся к каким-то крутым, невероятным вершинам. Спасибо. Вы про свои коллективы или просто коллективы фигуристов? Вообще для всех, кто наблюдает за спортом, наблюдает за достижениями, которые вы заложили. Ну, во-первых, Спасибо. я никакой не образец.
Нет, правда, я просто обычный Лех, который когда-то начал кататься, и у него что-то получилось. Какая суть вопроса? Кого вы считаете просто образец кумиром, меня сбил. Да? Кого вы считаете кумиром для себя, да? Для меня лично все, опять же, какой сейчас, например, день? 20 лет назад, когда я не снимал медаль олимпийскую, извиняюсь, я только в душ ее снимал, я все с ней делал. И я так открывал, здесь. Пройду еще метров 10, курточку, здесь. На тот момент мне казалось, что круче ничего не может быть. Сейчас Алешке 46 годиков. У Алешки и 2 дочки, и скорпиончики, и так далее. Реально еще и дети скорпионы. И вообще даже не начинайте. Не начинайте. И вот в данный момент я хочу сказать, что правда, на тот момент золотая медаль. И самое крутое, что было в моей жизни, это олимпийская золотая медаль. Сейчас просто время уходит, цели немножко меняются, все меняется, системы меняются. Суть жизни просто не меняется. Но сейчас, например, самая ценная медаль в моей жизни – это правда. Не потому, что надо или я так хочу. Правда, это моя супруга и моя семья. И 2 больные собаки. А кумиром, для меня, правда, мама есть всегда мама. Но это прям главная женщина моей жизни. А что я тут про коньки, про бедра? Просто сказал, я люблю жену, аплодисменты. Естественно, Татьяна Анатольевна Тарасова. Я называю ее моей второй мамой, потому что, правда, это человек, которого, как у меня слепого котенка, провела вот так и говорит, вот, привела в этот, как я говорил уже ранее, коридор возможностей, давай. И чтобы Алешка не бился головой в темноте, она мне еще свет зажгла. Вот такая великая женщина. Третий момент. Правильно сказал Татьяна Анатольевна Тарасова, когда я попросил Космоса в очередной. Лех, ты дебил? Да, я дебил, мне так нравится быть. Не потому что дуракам проще, но мне нравится быть в этом состоянии. Не придурка, нет, не про это. А может со стороны показаться, что я действительно какой-то идиот, потому что я всему радуюсь и так далее. Но одно цепляется за другое. И правда, когда я сюда ехал, например, у меня надо было параллельно брать, я с дочкой лечу сегодня в Питер к моей уже маме и ее бабушке. Много моментов. И когда ты понимаешь, не успеваю, тут уже надо на эту сцену. И ты в какой-то момент, опять я себе проговариваю, Лех, что ты можешь? Ты можешь все. И еще я всегда вспоминаю одну фразу, которую я держу сейчас в основе своего жизненного пути. И отталкиваюсь от нее. Надо проще быть, и люди к тебе потянутся. Надо быть не Алексеем Ягудиным, олимпийским чемпионом, а быть просто Лехой, который в рядах таможни, вас, я 16-летний, здесь я тоже, здесь, допустим, лучше мужика взять, вот, улыбается, 20-летние парни. Я простой человек, абсолютно, но мне самое главное, мне очень радостно осознавать один момент, что Лехе нравится, помимо, простите, это, конечно, чуть, да, смс-ка 900, но Лехе нравится сам процесс. Мне нравится ввязываться, искать выходы, пробовать. И самое главное, мне абсолютно, простите, еще раз, я понимаю, съемка, да и хрен с ним, мне плевать, что про меня скажут другие. Мне самое главное понимать то, что является здесь основой моего движения вперед, моей гармонии и комфорта семейного, условного бытия. Есть там понимание. А то, что какой я транслирую вам, но это правда я. Я здесь не хочу не играть, хотя я театральный тоже условно актер. Я простой человек. И еще, да, я понимаю. Ребят, смотрите, опять же, все в простоте. В музыкальной индустрии всего существует 7 нот. Правда. 7 нот. Казалось бы, что еще можно придумать? В музыкальной индустрии сколько лет живет? Сколько из года в год придумываются новые и новые музыкальные композиции? 7 нот. Но там это бесконечность. И в нашей с вами жизни то, что у нас не получается,
Это пускай для некоторых прозвучит типа как слова, просто Леха выкинул их, но это правда. У нас многие вещи не получаются, потому что здесь, потому что мы себя как-то уговорили, что это не получится, или мы не верим. Будьте, некорректно, надо научиться какое-то слово другое придумать, выражение. Будьте вот такими безбашенными. У вас, правда, все только начинается. Да и у меня тоже никогда еще не заканчивалось. Жизнь прекрасна, что она дает эти самые вкусные, жирные моменты, которые могут порой даже в корне изменить и вашу жизнь. Не просрите, простите, вы, наверное, педагог по литературе или русскому? Мне кажется... Хорошо, не профукайте это время, данное вам сейчас. Пробуйте, впитывайте, знаете, как продукты питания. Ну, вы же, может... попробуй, а вдруг вас заинтригует, например. Поняли? Я думаю, так и будет, дорогие друзья. Ну а все незаданные вопросы вы сможете задать Алексею Ягудину, когда он будет прилетать в аэропорты. Давайте финальный какой-нибудь. Уже, к сожалению, нас просят, да? Это вас просят. У меня давайте вот сразу двойной вопрос. И вот давайте, прям за одну громко, минуту успеем? Четко, за одну минуту. За одну Нет. минуту. Вопрос и ответ за одну минуту. Потому что сзади там... Вы сами время тянете. Поехали. Время уже закончилось, на самом деле. Здравствуйте, Синюшкина Марина, я с Бурятской таможни. У меня такой вопрос. У вас есть какая-нибудь любимая цитата, которая является вашим жизненным кредо? Надо проще быть, и люди к тебе потянутся. Ура! Аплодисменты! Не-не-не, вот. Это было гениально. Все, Алексей. Уговаривайте свалить, тем дольше я буду здесь. Лукьянова Вероника, Башкортостанская таможня. О, башкиры. Знаете, я тоже же башкир чуть. Да? Значит, и татарин тоже. Я в зависимости от того, где я нахожусь. 50 на 50? Ну, у меня Фаргладдинова бабушка. Значит, мы в какой-то степени родственники. Алексей Константинович, скажите, пожалуйста, как вы стали лектором? Я вас знаю как талантливого фигуриста, ведущего. Хорошо, что не лектором. Как вы стали? Здесь ответ не на одну Просто минуту. желание. Я помню первая встреча, когда мне микрофон попал в руки, и причем это было не в России, русскоговорящие сотрудники фармацевтической компании Байер, там где-то. Я помню, через 15 минут такой, а что дальше? Что дальше-то говорить? Ну, думаю, ладно, пойду по второму кругу. Вдруг, как в Благовещенске, никто даже не слушал. Думаю, буду очень медленно излагать свои мысли, потому что у меня было 1,5 часа, а прошло 15 минут. Теперь я могу очень долго. Опыт, работа, все как в спорте, так же и в жизни. Если ты не поднимешь свою 5-ю точку, не наденешь коньки, не выйдешь на лёж, не отобьешь свою 5-ю точку, результата никакого не будет. К сожалению, ИИ помогает в определенных моментах, но достигать реальных результатов, глобальных, как и спортивных в том числе, никакой допинг, никакие подсказки, пока ты сам не выучишь этот самый урок, пока ты 800 раз не поднимешься со льда для того, чтобы на 801 взять и победить. Но опять, пока ты, незнакомый по партии, по рабочему столу, только ты. Спасибо огромное. Алексей Ягудин. А еще уходя... И пока не вырубили мне микрофон, хочется пожелать... Да-да-да, я знаю, где выход. Ребят, как, знаете, в машине, там, не знаю, у кого есть машина, у кого нет, дома. Как раз, вы видите, все взаимосвязано. Даже здесь я нашел связь. Включается какая-то мелодия, музыка. Вы же не будете слушать то, что вам не нравится. Вы будете переключать каналы, пока не дождетесь, не найдете то, что действительно вас заводит. Я хочу пожелать вам всем. Помните, вы, правда, корень этого слова, человеческого жизненного пути. Только вы, никто вам никогда не поможет. Помните это. И самое главное, ищите всегда. Ищите, пробуйте. Наплевать на мнение других. Вы знаете себя лучше всех. Идите и побеждайте. Пробуйте. Спасибо. Спасибо большое. И я приглашаю на сцену Татьяну Гребневу для проведения следующего мероприятия, следующей площадки. Татьяна, под такие же бурные аплодисменты. Друзья, я прошу вас.
Всем добрый день. Я надеюсь, к вам не выскочит Ягудин больше и не помешает. Спасибо большое, дорогие друзья. Еще раз всем добрый день. Надеюсь, мы будем сегодня очень пунктуальны и уложимся в наш тайминг. Уважаемые коллеги, мы начинаем работу панельной сессии «Лучшие практики молодежных советов федеральных государственных органов». Сегодня представители молодежных советов федеральных органов государственной власти расскажут о реализованных проектах, успешных инициативах и механизмах вовлечения молодых специалистов в развитие своих ведомств. Я думаю, нужно начать. Для участия в панельной сессии приглашаются председатель молодежного совета ФТС России, начальник отдела контроля взимания таможенных платежей при декларировании отдельных категорий товаров, Главного управления федерально-таможенных доходов и тарифного регулирования Федеральной таможенной службы России Екатерина Руслановна Крюкова. Куратор по работе с молодежью, референт Департамента цифрового развития, Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации Юлия Валерьевна Титова. Председатель молодежного совета, начальник отдела цифровой трансформации в ТЭК Минэнерго России Никита Павлович Соловьев. Председатель молодежного совета, начальник отдела цифровой трансформации и обеспечения деятельности коллегиальных органов управления регулирования электроэнергетики ФАС России Алина Олеговна Бабошина. Заместитель председателя молодежного совета Росрыболовства, ведущий специалист отдела морских рыб Дальнего Востока Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Павел Олегович Емелин. И председатель молодежного совета, инспектор управления общественно-политической работы Следственного комитета Российской Федерации Кирилл Сергеевич Комарских. Такие прекрасные, интересные спикеры сегодня с нами. Уже не терпится начать. И слово представляется председателю молодежного совета Федеральной таможенной службы России Екатерине Руслановне Крюковой. Екатерина. Всем добрый день. Очень рада приветствовать здесь такое количество людей, участников нашего первого молодежного таможенного форума, гостей, наших друзей из федеральных органов исполнительной власти. Спасибо, что вы согласились сегодня обменяться опытом, обменяться практиками. Надеюсь, это будет очень продуктивно для нас. Вообще, молодежный совет в Федеральной таможенной службе был создан в 2019 году, как и утверждено положение о молодежном совете таможенного органа Российской Федерации. На сегодняшний день 2156 должностных лиц являются членами молодежных советов. То есть это каждый шестой человек в возрасте до 35 лет входит в состав молодежного совета. С каждым годом количество людей в молодежных советах растет. Люди хотят участвовать в жизни молодежи, хотят участвовать в жизни ведомства. Они не безразличны ко всему, что происходит у нас в стране, среди молодежи, вообще и в политике. Хотят помогать, хотят трудиться на благо страны. Пройдусь, наверное, по главным таким ключевым направлениям деятельности наших молодежных советов. Вы видите, в принципе, их на экране. Это патриотическое воспитание, культурно-массовые и спортивные мероприятия, благотворительность и волонтерство, а также взаимодействие с молодежными советами федеральных органов исполнительной власти. В рамках патриотического воспитания участвуем во многих мероприятиях. Это и возложение цветов к памятным обелискам, это и подготовка и плетение маскировочных сетей, заливание окопных свеч для участников специальной военной операции. Постоянно мы участвуем в помощи нашим бойцам, постоянно участвуем в различных возложениях. Каждый год мы придерживаемся традиции сада памяти. Каждый год в различных регионах у нас происходит
посадка какого-то памятного дерева, как дань памяти героям, которые отдали жизнь за нас. Кроме того, во многих регионах у нас проходят акции заложения капсулы времени. Например, в прошлом году мы заложили такую капсулу, в том числе и в Центральном аппарате Федеральной таможенной службы. И уже через 9 лет будущие молодежные советы смогут ее откопать и прочитать, что же мы им пожелали и как мы увидели таможню будущего. Культурно-массовые мероприятия, тут можно говорить вообще просто бесконечно, потому что энергия, потенциал наших молодежных советов, они просто неиссякаемые. Проводятся самые различные мероприятия, которые направлены как на мероприятия для молодежи, так и вообще для всех коллег, с которыми мы работаем. Естественно, мы не забываем и про просветительскую деятельность, участвуем в акциях, таких как буккроссинг. Во многих молодежных советах у нас созданы книжные клубы, которые проводятся, например, там ежемесячно, с обсуждением различных классиков и классических произведений. Очень широко мы празднуем Масленицу, естественно, Новый год. То есть ни один праздник не обходится без какого-то освещения и без участия наших молодежных советов. Спортивные мероприятия. Федеральная таможенная служба за последние годы стала, наверное, очень спортивный. Участвуем как в спартакиадах, так и в каких-то мероприятиях, которые организовывает для нас общество «Динамо». Очень много сейчас у нас внимания уделяется единоборствам. Это самбо. Очень много людей хотят этим заниматься, и организовывается много мастер-классов, где мы можем что-то посмотреть, подчеркнуть и в последующем, может быть, заняться этими видами спорта. В рамках благотворительности и волонтерства также мы уделяем огромное вообще внимание этому направлению. Посещаем как детские приюты, так и приюты для животных. Естественно, являемся донорами. Каждый квартал у нас молодежные советы участвуют в этих акциях. Не забываем мы и об экологии. Собираем крышечки в больших масштабах, макулатуру и участвуем в субботниках. Ну и сейчас, наверное, такое тоже одно из приоритетных для нас направлений — это взаимодействие с молодежными советами федеральных органов исполнительной власти. Хотели бы вот и сегодня как раз обменяться лучшими практиками, чтобы потом, возможно, как-то вместе поучаствовать и организовать какие-либо мероприятия. Сейчас мы с коллегами из других ведомств видимся на площадках, которые организовывает нам Росмолодежь. Это, конечно же, и территория смыслов, и конгресс управленцев. В общем, дорогие участники форума, я желаю вам плодотворной работы, жарких дискуссий и ярких идей, которые потом мы с вами вместе сможем реализовать. Спасибо. Екатерина Руслановна, наверное, многие или некоторые люди, присутствующие в зале, увидели себя на фотографиях. Кто увидел, поаплодируйте. Да, этим мы как раз и подчеркиваем, что молодежный совет Федеральной таможенной службы, он широк, как изначально вот нас сегодня утром сказали, от Калининграда до Сахалина. У нас в каждом регионе есть молодежный совет, мы стараемся объединяться, и, конечно, у нас имеются цели вот этого объединения, взаимодействия вообще всех молодежных советов, таможенных органов по всей России для проведения совместных мероприятий. Думаю, вот эта площадка нашего первого Всероссийского молодежного таможенного форума — это отличный старт. Спасибо еще раз большое. Слово передаем дальше. Предоставляется куратору по работе с молодежью, референту Департамента цифрового развития Министерства строительства ЖКХ Юлии Валерьевне Титовой. Юлия Валерьевна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Прежде всего, разрешите поздравить вас с вашим прекрасным праздником и поблагодарить за приглашение на это мероприятие, потому что на самом деле, когда мы
готовили эту практику, которой можно было бы удивить таких людей, решили, что мы придем с тем, что мы сейчас сами опробируем, и, наверное, для нас в дальнейшем будет важно мнение нашего экспертного сообщества. Молодежный совет Минстроя сегодня реализует такой большой проект, точнее, это наша просветительская программа, он называется «Культура служения». И если в вашем случае об этом говорить не приходится, то для нас это первый опыт. На самом деле мы сегодня работаем в связке с молодежными советами наших подведомственных организаций, опорными вузами, отраслевым сообществом и формируем, по сути, новую модель государственного служащего молодого в нашем ведомстве. Потому что для строительной отрасли в принципе миссия служения сегодня звучит как служение своему государству по созданию комфортных условий для ее жителей. Отрасль наша тоже в этом году отмечает свое 70-летие, и она давно перестала быть про бетон, про строительные краны, а скорее про то, сколько детей пойдет в новую школу, сколько молодых семей получит новое жилье, сколько молодежи останется в своих городах, потому что там новые кампусы университетов, комфортная среда для жизни. И для нашей молодежи сегодня служение — это уже просто не абстрактное понятие, а то, как мы пытаемся сформировать именно свой отраслевой профессиональный подход. В этом контексте мы создали методологию, которая основывается на 2 указах. Первый из них — это 309 указ о национальных целях развития. И, соответственно, через этот указ мы формируем профессиональный трек нашей молодежи в отрасли, где они могут свои профессиональные навыки раскрыть в наилучшем виде. И второй указ, который мы сегодня расшиваем, и он является для нас таким основополагающим, это указ о традиционных духовно-нравственных ценностях. Я уверена, ваше ведомство тоже активно взаимодействует с ним. Мы работаем с ним верхнеуровнево, то есть нашу культуру служения формируем на ответственности, служению своему Отечеству, преемственности поколений, патриотизму. И видим, как эта связка сегодня начинает формировать новый подход среди наших молодых государственных служащих и работников межведомственных организаций, когда они не только понимают, что они делают профессионально, но и понимают, ради чего они делают. Потому что зачастую работа в ведомстве подразумевает большое личное включение, а если это еще и общественная значимая история, социальная архитектура, то туда нужна дополнительная личная мотивация. Возвращаясь опять к тому же, что в вашем зале с этим проблем нет, а в гражданской государственной службе все равно приходится работать с этой повесткой. И, соответственно, мы предлагаем сейчас эту модель у себя внутри ведомства рассматривать как, в принципе, организационный подход, на основании чего формируем персональные треки для наших молодых государственных служащих. Но для этого нам нужна, конечно, прикладная история, и мы хотели бы рассказать о нашем межведомственном проекте с Росмолодежью. Это «Город будущего. Строй, учись, созидай», где как раз мы сформировали несколько направлений: просветительские, прикладные, где наши подведомственные организации и наши молодые государственные служащие реализуют свою профессиональную миссию через служение обществу. То есть мы разрабатываем сегодня конкурсы, цифровые хакатоны, работаем в регионах, формируем целое сообщество, которое приходит созидать города будущего. И в данном случае мы надеемся, что наше межведомственное взаимодействие будет расширяться, очень открыты к предложениям, потому что наша молодежь сегодня действительно нуждается в ярких примерах служения своему Отечеству. Поэтому спасибо большое за внимание и еще раз поздравляю вас с вашим праздником. Юлия Валерьевна, спасибо вам большое за столь содержательный доклад. Действительно, хотелось бы отметить включенность вашего министерства, о том, как вы проявляете инициативу во всех инициативах, во всех, наверное, предложениях, которые мы направляем в вашу сторону. За это большое спасибо. И хотели бы передать слово Никите Павловичу и председателю молодежного совета, начальнику отдела. Так, сейчас. Никита Павлович у нас убежал. Цифровой трансформации в ТЭК Минэнерго. Никита.
Коллеги, добрый день. Рад приветствовать вас. И знаете, наверное, самое важное, что хотелось бы сказать, какие вы все ключевые и особенные, потому что именно вас привезли со всех регионов Российской Федерации, чтобы рассказать, показать и познакомить между собой. Поэтому давайте поаплодируем друг другу, поаплодируем вашим руководителям, которые направили вас. Сегодня расскажу про опыт министерства, что делаем, как делаем и, самое главное, зачем делаем. А в самом конце я вам дам такой базовый минимум и роскошный максимум, что должно быть, по моему мнению, в каждом молодежном совете, какие функции есть. Надо понимать, что каждое министерство, оно особенное, каждая служба, она особенная. У всех есть своя специфика и своя отраслевая деятельность. Рассказывая про нас, в Министерстве энергетики работает ни много ни мало 500 человек. 500 человек, которые курируют свою деятельность и не имеют территориальных органов. В связи с этим мы построили свой трек и трек развития своего молодежного совета через взаимодействие с нашей отраслью. Мы здесь выступили таким, знаете, отраслевым агрегатором, который объединил молодежные советы наших компаний, позволил им между собой повзаимодействовать и наладить общий опыт. Но для многих министерств такой опыт действительно не подойдет. У многих служб, как ваши, например, есть огромное количество территориальных органов исполнительной власти, которые позволяют взаимодействовать и развиваться между собой. Говоря про отрасль, благодаря вам в том числе, мы занимаемся экспортом и экспортируем наши энергоресурсы по всей стране, благодаря чему обеспечиваем 20% ВВП. Но взаимодействие с любой компанией, с любой отраслью подразумевает под собой то, что везде не хватает людей. Как динамичная страна, как динамичные сектора экономики, все компании, все государства развиваются, так и госорганы развиваются. И к нам потихоньку идут люди. Но иногда, знаете, хочется, чтобы пришло много сразу эффективно, так еще и крутых, заряженных, которые готовы работать, менять и работать по правилам. Поэтому мы построили свой трек развития через взаимодействие со школьниками. Сейчас мы работаем со всеми школами нашей страны, проводя 2 раза в год отраслевые семинары. Эти семинары позволяют прийти в школы сотрудникам компаний, сотрудникам региональных министерств и рассказать, а что такое ТЭК и что он делает. Вроде мы относимся к тем ФАИВам, которые впервые начали это делать, но уже целый год реализуем, и 2 раза в год ходим к школьникам, рассказываем, какой ТЭК. Что здесь круто, что здесь современно, здесь нет старых производств. И, наверное, на вашу службу это можно переложить и рассказывать молодежи, а какая она служба, какая она таможня, какие технологии вы используете, и вообще, что у вас есть спецназ. Я когда узнал, что у вас есть свой спецназ, я такой, вот это сильно. Поэтому, рассказывая про вас, рассказывая про ваши технологии, вы можете действовать и менять. Сейчас, например, мы оцениваем дефицит кадров 300 тысяч человек, и 300 тысяч человек до 30 года мы должны где-то найти. Надеемся, что инструмент взаимодействия со школьниками нам позволит. Все наши компании, вся наша молодежь действует через преемственность. Что для нас такое преемственность? Мы хотим, чтобы молодежь, которая сейчас работает у нас в министерстве, передавала новым сотрудникам свои ценности, свои ориентиры, свои задачи и функциональные особенности, как они работают. Я всегда руководствуюсь правилом «научи коллегу, и тебе будет проще работать». Я вот все, что знаю, всегда вот в массы внесу, и хотелось бы, чтобы все наши сотрудники рассказывали и обучали друг друга, потому что именно кросс-функционально вы можете обеспечивать и улучшать свою службу. Здесь наставничество можно выделить по разным спектрам, и не буду сейчас фокусироваться, чтобы мы время не потратили. Выделяя в молодежных советах такие задачи, мы выделили их 4, они у вас представлены. По сути, вы должны заставить друг друга меняться в лучшую сторону. И я знаю одну специфику, одну роль, вы знаете другую. И в этом наша сила, потому что мы супер разные, супер независящие, но одновременно работающие в одной связке в одном государстве. Что мы сделали? Как я и сказал, мы объединили сейчас более 20 крупнейших организаций. Численность молодежных советов сейчас насчитывает более 80 тысяч человек. Мы постоянно интегрируемся, собираемся, представляем, рассказываем о своей деятельности на форуме и несем информацию в массы, чтобы про нас узнавали, чтобы знали, а как молодежь работает в организациях и какие особенности у нее есть. Давайте дальше.
Ведя эти уроки, мы постоянно взаимодействуем с партнерами. Вообще в партнерстве сила, и она позволяет вам между собой познакомиться и найти ту экспертизу, которой нет. Я, например, могу не разбираться в тарифах, но Алина Олеговна мне всегда расскажет, как тарифы работают, и в этом большая сила. Возвращаясь к самому главному, базовый минимум и роскошный максимум, как я сказал. Все мы занимаемся, знаете, такой благотворительностью, хорошими делами. Взаимодействуем между собой, проводим корпоративные мероприятия, играем в шахматы, ходим на квизы, на концерты. Но как будто бы хочется верить, что молодежные советы немного от этого отдаляются и отдаляются от системы командообразования. Командообразование – это и есть наша деятельность. А мы переходим к новому режиму, к новым возможностям, когда вы являетесь лидерами изменений, когда вы не боитесь прийти к своим начальникам и сказать: я считаю, что вот этот процесс подпроседает, давайте сделаем вот так. И это на самом деле ключевая задача молодежи – не бояться менять, а хотеть совершенствоваться и все время нести что-то новое в массы. Поэтому я вам желаю, чтобы вы не боялись, не всегда двигали своих коллег вперед и выступали с инициативами. Это действительно круто, и это позволяет нам взаимодействовать и улучшать наши службы. Спасибо. Никита Павлович, спасибо большое. Мы давно сотрудничаем, Росмолодежь и Минэнерго, уже не знаю сколько лет. Очень такие достаточно у нас плодотворные взаимоотношения складываются. Поэтому я думаю, Никита Павлович мог бы тут до утра сидеть, рассказывать, что у них есть интересного, но нам нужно идти дальше. Слово представляется председателю молодежного совета, начальнику отдела цифровой трансформации и обеспечения деятельности коллегиальных органов управления регулирования электроэнергетики ФАС России Алине Олеговне Побошиной. Спасибо большое. Добрый день, коллеги. Поздравляю вас с приятной 35-летней датой. У нас в прошлом году у ФАС России тоже был такой юбилей. Приятно всегда, когда мы, объединившись, можем где-то пообщаться на таких интересных форумах и площадках. Коллеги уже отметили по-своему, кто-то про служение, Никита рассказал про электроэнергетику, про ТЭК. Мне кажется, я вообще могу уже даже в вашем молодежном совете состоять, потому что у нас тоже управление регулирования электроэнергетики, и подхожу. В целом, я расскажу большими мазками про то, как мы в центральном аппарате как раз развиваем молодежную деятельность, как мы объединяемся в более неформальной обстановке. Фишка нашего молодежного совета у нас велопрогулки. Многие знают, когда кого-то встречаю, рассказываю, что я из ФАС, они такие: велозаезд, да, мы ездили. Велопрогулка у нас чем интересно? Мы приглашаем туда нашего руководителя службы Максима Алексеевича Шаскольского. Он с радостью присоединяется все годы и катается с нами на велосипеде в неформальной обстановке, общается с молодежью, где мы можем пообщаться с ним, задавать вопросы. И он всегда очень рад и благосклонен к нашим иногда смешным вопросам, но так или иначе это нас объединяет, он видит нас в лицо, кто эта молодежь, которая развивает нашу службу. И также мы приглашаем наших коллег ежегодно покататься в рамках Московского велофестиваля. В 2019 году мы начали вообще свою деятельность молодежного совета, в 2022 году мы начали выезжать такими велозаездами на нейтральной территории вместе с руководителем. А в 2024 году мы решили масштабно подойти. Росмолодежь нам помогла тоже, чтобы мы организовали большой велозаезд в рамках Московского велофестиваля. Мы открывали этот заезд, и все ребята у нас были красивые, всех было видно издалека, с флагами. И так или иначе мы с ребятами с кем-то там даже познакомились тоже, потому что приглашали как раз из других ФАИВов, и точно так же вас приглашаем. В этом году мы на 12 сентября собрались, те, кто из Москвы, то с радостью присоединяйтесь, письма скоро отправим. Мы на этих велозаездах после того, как прокатимся по Садово-Кудринской, как это было в 2024 году, в этом году чуть другой маршрут будет, после чего у нас пикник, интересные такие сабантуйчики, обсуждения, поэтому будем рады вас видеть. Второе наше такое интересное, значимое и то, за что нас узнают мероприятия, это наша внутриведомственная спартакиада. В рамках нее мы приглашаем тоже и интересных звезд, которые нам помогают делать зарядку. В одной из спартакиад у нас зарядку нам проводил Василий, собственно, Баста, которого все знают. И
туда у нас съезжаются территориальные органы, все руководство всех территориальных управлений. Также участвуют начальники управлений, заместители руководителей, а мы, как молодежный совет, являемся тьюторами этих команд, которые сформированы, у них там по 10-15 человек, а мы такие наставники, кураторы нашего руководства, которым мы говорим иногда, ну, типа, побыстрее, пожалуйста, Сергей Анатольевич, побыстрее. Ну, то есть есть возможность в неформальной обстановке пообщаться с руководством. У нас очень открытое ведомство, и мы всегда, общаясь с нашим начальством, знаем, что они никогда не отвернутся, не проигнорируют, так или иначе выделят время, чтобы была возможность с ними пообщаться. И вот в «Спартакиаде» это объединяет и молодежный совет, и, конечно же, вот дает возможность с руководством уделить там пару минут, где-то, может быть, в коридорах встретиться, узнать там, как дела. Кроме того, вот про патриотическую как раз культуру уже тоже рассказали. У нас ребята придумали к 80-летию Победы цикл видеоинтервью. Мы на внутреннем портале его публикуем, и там ребята рассказывают про героев своей семьи. Ребятам это очень понравилось, они с интересом, очень много лайков у нас, ну, если это можно так назвать, сердечки нам ставят на внутреннем портале, когда вот эти выпуски выходят. Также проводим квизы, что, мне кажется, ну, делает большинство вообще молодежи, потому что это такое неформальное, объединяющее тоже общение, которое помогает вспомнить историю, нашу историю, и ну, всегда приятно почувствовать такое вот объединение. Также вот здесь на фотографии Никита себя может тоже увидеть, может быть, кто-то еще как раз из коллег. Здесь мы к 9 мая организовали выезды, и вот совместно с коллегами, потому что в одиночку иногда, может быть, будет скучновато, выезжаем к 9 мая, к Дню Победы в разные города, в города воинской славы, города-герои, возлагаем там цветы, интересуемся историей города, что тоже, ну, на наш взгляд, является такой важным аспектом, когда мы можем уделить время и себе, и истории. Конечно же, коротко, мы принимаем участие в спартакиадах, ну, собственно, как и все. Участвуем в большинстве форумов. Скоро у нас пройдет также образовательная программа при помощи Госстарта и Росмолодежи, где ребята уже знают, что будут реализовывать, как привлекать молодежь на госслужбу. У нас есть большие проекты. Всегда вот ищем возможность, чтобы студенты к нам пришли, и будем реализовывать такие вот новые свои форматы. В целом, благодарю и еще раз поздравляю, коллеги. Успехов вам во всех начинаниях. Алина Олеговна сказала очень много про велопрогулку, которую мы совместно в 2024 году делали. Сама тоже присутствовала. Признаюсь честно, наверное, к своему стыду, не умею, к сожалению, ездить на велосипеде, но тоже присутствовала, поддерживала коллег, говорила, давайте мы все сможем с вами, и потом отлично провели время на пикнике. Поэтому это было незабываемое мероприятие. Всех приглашаем. Кто будет в Москве, вообще великолепное мероприятие. Давайте пойдем дальше. Слово представляется заместителю председателя молодежного совета Росрыболовства, ведущему специалисту отдела морских рыб Дальнего Востока Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Павлу Олеговичу Емелину. Павел Олегович. Добрый день всем. О, вот теперь микрофон включился. Рад вас всех приветствовать. Я чуть было не сказал, рад приветствовать гостей мероприятия. Ну, хотя вообще присутствующие здесь, на сцене, это гости, это ваше мероприятие. Вы очень классные. Мне очень нравится, действительно, вот все спикеры отметили, как вы круто в форме смотритесь. Поэтому рад быть здесь гостем как раз. У нас очень молодой молодежный совет по меркам молодежных советов. Мы образовались только в 2024 году. И уже так непривычно, конечно, мы обычно слушали лучшие практики других молодежных советов, что-то впитывали, что-то брали к себе, и сейчас уже вот так немножко необычно для меня лично, как для заместителя председателя, выступать уже с презентацией лучшие практики. У нас, опять же, в сравнении с другими советами, вот вы видели там численность несколько тысяч человек. Я не знаю, у нас вот рост
мы начинали с 60, сейчас уже 232, мы уже не знаем, как работать с таким количеством людей. Нам пришлось ввести должность даже второго заместителя председателя, потому что огромное количество инициатив, проектов, надо как-то с этим всем работать. Поэтому тоже еще будем брать у ребят на вооружение какие-то вещи, как нам совладать с такой большой численностью сотрудников. У нас в чем еще, я не знаю, но мы в этом плане не уникальны, то есть у нас есть 18 территориальных управлений Росрыболовства по всей стране, и также, естественно, у Росрыболовства, как у федерального агентства, есть подведомственные организации. Это ВНИРО, научный институт, вот в котором я, допустим, работаю. Только у ВНИРО мы получили недавно статус Государственного научного центра Российской Федерации. Только у нас 28 филиалов по всей стране, даже 29. У главрыбвода тоже, у подведомственной организации, у них больше 20 филиалов по стране. То есть мы объединяем в себе огромное количество молодежи из разных организаций, то есть это и госслужащие, и ученые, и сотрудники вузов Росрыболовства. То есть мы все очень разные, нас много, и мы по всей стране, и вот мы с этим всем только с 2024 года начали работать. Естественно, как и все тоже представители молодежных советов, мы взялись за совершенно разные блоки активности, скажем так. У нас есть и образовательные проекты, спортивные направления, то есть там, где мы участвуем и как участники соревнований, и там, где мы что-то организуем сами. Участвуем в экологических проектах, но все-таки мы связаны с водными биологическими ресурсами и со средой их обитания, поэтому было бы странно не участвовать в экологических инициативах. Участвуем, естественно, в патриотических мероприятиях, волонтерских. Среди образовательных проектов хотел бы отметить, вот в прошлом году мы получили за него определенную премию признания. Это проект «Профессия ихтиолог». Он направлен на работу со школьниками. Его мы реализуем совместно с движением первых. Он был запущен по инициативе главрыбвода и ВНИРО. Естественно, участвуем и в различных проектах образовательного центра «Госстарт», то есть у нас там проходил наш второй молодежный съезд, мы будем проводить съезд, собственно, нашего молодежного совета и в этом году тоже на базе площадки «Госстарта», и также, естественно, и участие в самой программе «Госстарта» в осенней. У нас тоже ребята приезжали. Конечно же, мы участвуем в сборе гуманитарной помощи, в помощи нашим бойцам специальной военной операции и участвуем в экологических акциях и мероприятиях, включая как очистку берега водоемов, так и вот у нас была федеральная акция «Всероссийский день без сетей». Естественно, у нас сотрудники выступают и донорами крови и костного мозга. То есть, здесь мы не уникальны, то есть мы участвуем везде, где можем. Активное участие в прошлом году мы, естественно, принимали и в мероприятиях, посвященных годовщине победы в Великой Отечественной войне. И вот здесь мы даже чуть пошли дальше, и мы начали наши спортивные мероприятия тоже как-то соединять с тематикой годов, которые объявлены президентом Российской Федерации. То есть поскольку был год защитника Отечества, мы провели акцию «Сохраним память о победе» и прошли путем защитников перевала Кавказа. В этом году, поскольку у нас такая тематика «Год единства народов России», мы проводим акцию «Рыболовство народов России». Провели уже первый этап на Камчатке. У нас 16 человек со всей страны приехали увидеть традиции рыболовства от древних времен до современности. Конечно же, мы участвуем в профессиональных форумах во всех, которые у нас тут подсвечивались. И, естественно, за это спасибо Росмолодежи, как нашей главной объединяющей силе. И вот у нас уже есть достижения, да, за проект «Профессия ихтиолог». Мы уже получили награду «Время молодых». Спасибо за внимание. Буду рад потом ответить на вопросы. Павел Олегович, большое спасибо. Вы так скромно в конце сказали про то, что вы входите у нас, так сказать, в топ-3 и заняли место на нашей премии, которую мы выдавали в прошлом году. Поэтому в этом году тоже не сбавляйте обороты. У вас есть все шансы тоже пройти дальше. Обязательно будем стараться. Спасибо.
отлично. Хотели бы дальше слово передать председателю молодежного совета, инспектору управления общественно-политической работы Следственного комитета Кириллу Сергеевичу Комарских. Добрый день, дорогие друзья. Я в первую очередь хочу поздравить вас с 35-летней годовщиной со дня образования Федеральной таможенной службы. Аплодисменты вам. Наши ведомства очень похожи. Следственный комитет отделился от прокуратуры в 2011 году и в этом году отмечает свое 15-летие. Кроме этого, форма у нас с вами очень похожа. Вот очаровательные девушки нам очень нравятся тоже в форме. Да, отдельные аплодисменты я предлагаю девушкам. Я максимально борюсь со сном сейчас. Так, у вас немножко так разморило, прохладно, на улице жарко. И вот девушка в переднем ряду пару раз зевнула, я тоже на нее смотрю и прям держусь. Поэтому вам аплодисменты. Извините, что я вас скрыл. Также приветствую Росмолодежь. Татьяна, очень рад вас видеть. Мы с вами всегда Взаимно. по телефону общаемся, но вот встречаемся на мероприятиях крайне редко, потому что все в делах, все в заботах. Скажу, что действительно, еще легкую поправку на ветер. Я не являюсь председателем молодежного совета. У нас немножко другая структура. Мы не являемся федеральным органом исполнительной власти. Мы отдельное следственное ведомство, подчиняемся напрямую президенту Российской Федерации. И у нас председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин, он вместе с тем и является председателем нашего молодежного совета. А он у нас называется Совет молодых следователей. Да. Вот. Поэтому все, о чем сегодня говорили, конечно, имеет место быть в Следственном комитете тоже, кроме велопробегов. Мы к ним обязательно подключимся с большим удовольствием. У нас такого еще не было на самом деле. Но если серьезно, друзья, у нас наш Совет молодых следователей – это консультативный и совещательный орган. Он создан по решению председателя Следственного комитета в 2016 году в центральном аппарате ведомства и в последующем создан в каждом территориальном следственном управлении. То есть при каждом следственном управлении, при главном следственном управлении у нас такие молодежные советы, советы молодых следователей работают. Суть данного органа в следующем. Это помимо того, что просто собрание, скажем так, совещание, обсуждение тех или иных проблем, которые касаются молодых следователей, в том числе в первую очередь, это еще и своего рода такая разгрузка, обмен опытом, обмен мнениями, и в том числе общение с руководством ведомства. Если мы говорим про центральный аппарат, это с председателем Следственного комитета, под его председательством проводятся у нас эти мероприятия. Не так давно, около 2 лет назад, мы немножко сменили курс на проведение данных мероприятий. То есть мы не просто собираемся кулуарно, скажем так, пообщаться, высказать те или иные проблемы. Мы это объединяем на несколькодневную или недельную даже обучающую стажировку такую с обучением по ключевым программам, актуальным, которые на сегодняшний день. В Нижнем Новгороде в 2015 году летом мы проводили это на территории воинской части, военного полигона настоящий. Соответственно, и вся программа у нас была насыщена военно-полевой тематикой. Мы с этого года также начинаем интегрировать и представителей других молодежных советов в нашу деятельность. Приглашаем вас принять участие и в этих мероприятиях. Обязательно будем и оповещаем, и будем продолжать оповещать о тех событиях, которые у нас будут проводиться. Это очень интересно на самом деле, и в плане обмена опытом нам с вами вместе это пригодится, и в плане личного общения. Думаю, что пойдет это все на пользу. Также у нас есть такой своего рода уникальный проект, созданный также по решению председателя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина в 2019 году, как Молодежный союз «Юный следователь». Если вы знаете, что такое пионерия, поднимите руки, кто знает. Да, не все, да. Я сам недавно узнал, я же 93-го года рождения всего, поэтому не довелось быть пионером. Но вместе с тем, это наша пионерия Следственного комитета. Создана она была с целью того, чтобы молодежь общалась с молодежью, чтобы молодежь была максимально вовлечена в воспитательную работу в Следственном комитете, а как оказалось, воспитывать все-таки и подрастающее поколение, и молодых следователей, и даже опытных сотрудников можно и нужно, чем мы и занимаемся в нашем управлении. Соответственно, по решению Александра Ивановича была создана такая организация.
Организация задумывалась с целью того, чтобы работать именно с молодежью в наших ведомственных образовательных организациях. У нас на сегодняшний день в Следственном комитете создано 3 академии: Московская, Луганская, Санкт-Петербургская, а также в кадетских корпусах. На сегодняшний день у нас 5 кадетских корпусов: Москва, Луганск, Санкт-Петербург, Волгоград и Севастополь. Также в ближайшее время по решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина у нас открывается в Санкт-Петербурге кадетский корпус морской направленности. И по всей стране у нас сейчас уже в большинстве субъектов Российской Федерации открыты кадетские классы в общеобразовательных школах нашего ведомства, а также планируется открытие до 1 сентября текущего года в оставшихся субъектах, также по решению Александра Ивановича. Работа с молодежью, то есть у нас кипит очень бурно. Вместе с тем, сегодня вот эта организация, о которой я говорю, юный следователь, она уже переросла за рамки привычного понимания вот этой организации. Туда сегодня входят не только юные и не только следователи, это и молодые сотрудники правоохранительных ведомств, в том числе таможенной службы, в малом количестве. Но я думаю, мы будем расширяться, и я уверен, что, наверное, вы сейчас не слышали еще многие, да? Вот кто вообще слышал? Поднимите руку об юном следователе, об организации об этой. Это похвально. Значит, вы у нас в поле нашего зрения. Но мы будем расширяться, я вас уверяю, что через год, если мы с вами соберемся в этом зале, то вы о нас еще услышите. В ближайшее время у нас будет проведен съезд всероссийский, мы хотим трансформироваться в другую организацию. Не буду сейчас спойлерить, в общем, все будет, все вы узнаете, и все будет очень интересно. Эта организация, она является помощником нам, Следственному комитету, и вот в частности Управлению общественно-политической работы в сфере воспитания молодежи. Соответственно, по ключевым блоком молодежной политики это профориентация. Товарищ председатель, вы добавите мне еще одну минутку, я буквально дорасскажу чуть-чуть. Только немного. Да, конечно. У нас по ключевым блокам работы профориентация, профилактика преступлений среди молодежи, воспитательная работа, патриотическая работа. В общем, по всем ключевым направлениям работы молодежной политики вот эта организация работает. Очень много всего проводится, я не буду сейчас просто обо всем рассказывать, об этом можно посмотреть в интернете, мы будем это все максимально транслировать, тиражировать на ваши ведомства, в том числе по линии межведомственного взаимодействия, поэтому будем рады активному сотрудничеству совместно с вами, и до новых встреч на полях. Вот у нас территория смыслов, да, приближается, и других больших мероприятиях мы тоже проводим военно-полевые слеты, поэтому будем вас обязательно приглашать и уже приглашаем. Обязательно увидимся, готовы ответить на любые вопросы. Спасибо за внимание. Кирилл Сергеевич, большое спасибо. Было очень интересно послушать о ваших планах. Мы все в нетерпении уже ждем следующего года, чтобы узнать, что получилось. Давайте поаплодируем еще раз всем нашим спикерам. Спасибо вам большое. И хотели бы перейти к такому формату нашей встречи. Это вопрос-ответ. У кого есть вопрос? Вот девушка прям первая подняла руку. Вот, нет, за вами. Вот, да, вот там. Да, спасибо вам большое. Здравствуйте, Синюшкина Марина, Бурятская таможня. У меня вопрос к Никите Павловичу. Такой вопрос. Какими способами вы привлекаете внимание школьников? Просто сейчас дети идут такие, что у них клиповое мышление, то есть их очень тяжело заставить сконцентрироваться на какой-то теме. И вот мне очень интересно, потому что у меня у самой был опыт разговора со школьниками, и мне немножко тяжело удалось удержать их внимание. Какие способы используете вы? Спасибо большое. Дети, знаете, сейчас не тяжелые, они крутые, они просто другие, может быть, не до конца фокусируются. На самом деле мы взаимодействуем очень плотно с Минпросвещением России, с Российским обществом знания. Они нам очень сильно помогают разрабатывать методические документы, как раз-таки те материалы, с которыми наши компании, региональные министерства идут в школы и вещают про это. В рамках этого у нас есть «Россия. Мои горизонты», это уроки по четвергам первые, и разговор о важном. В эти уроки мы интегрируемся, либо стараемся интегрироваться во внеучебную деятельность. У нас есть вообще отдельный трек, это энергоклассы. Это наши компании приходят в школы и в рамках партнерства взаимодействуют и рассказывают, что мы будем вам помогать вашим преподавателям методически, экспертно. Давайте. Там ребята вообще ходят в школы, на практики, на экскурсии постоянно к ним и взаимодействуют, курируют. И получается такая концепция, что человек со школы идет в среднеспециальное образование в СПО, либо идет в высшее учебное заведение, а потом сразу идет к нам работать на предприятии. Получается такая бесшовная история, очень хороший инструмент.
который развиваем и стараемся развивать. Поэтому с детьми можно взаимодействовать, надо просто чаще и чаще рассказывать, а кто вы, что вы и какие у вас есть преимущества. Спасибо. Следующий вопрос. Вот девушка у нас тянет руку. А, вы, извините, конечно. Косолапов Евгений, Воронежская таможня. Скажите вопрос. Ко всем вам относится. Взаимодействуете ли вы между собой? Знакомы ли вы? И какой методикой вы все-таки стараетесь привлечь и взаимодействовать с другими молодежными советами структур, с всех других, какие вообще есть? Я так понимаю, это ко всем вопрос, да, по очереди? Кто ответит, кто не ответит. В принципе, разницы нет. Татьяна Никита Андреевна. Павлович, конечно, давайте. Знаете, мы по большей части такие старые знакомые, которые познакомились либо на форуме, либо на каком-то мероприятии и стали развиваться. А с кем были незнакомы, вот знакомимся в прямом смысле этого слова онлайн, пришли, познакомились и взаимодействуем. У нас действительно есть межведомственное взаимодействие, потому что в 2022 году у нас молодежные советы, мне кажется, начали появляться. Вот. И все стали между собой дружить, взаимодействовать, делать общие мероприятия. А по вопросу, как взаимодействовать и на каких площадках знакомиться, мне кажется, вот везде подошел, сказал: «Привет, я Никита, давай дружить». И вот в таком формате знакомиться, обмениваться контактами и делать какие-нибудь общие проекты. Кирилл. Да, вот мы, например, с Никитой давно знакомы, уже несколько мероприятий совместных там где-то проводили, участвовали. У нас есть совместные чаты с председателями молодежных советов. Но вот у меня еще один из председателей, наш бывший сотрудник, то есть он ушел из моей службы, перешел в другую, и там показывают уже отличные результаты, объединяя молодежь, это я про ФССП, там наш председатель молодежного совета, и также вот с некоторыми коллегами, когда мы пересекаемся где-то на форумах, встречаемся с их коллегами, и иногда даже это общение более тесное, и очень приятно всегда так, в такие моменты как раз общаться неформально. Я немножечко дополню. Вот мы с вами, по-моему, тоже, кстати, общаемся в чате, да? Не так давно познакомились, кстати говоря. Да, онлайн, мы же все молодежь, общаемся онлайн. Понятно, что все очень деловые люди, у всех очень много всего, и много, и в том числе мероприятий по линии наших ведомств. Но вместе с тем, когда мы проводим что-то интересное, а мы всегда проводим что-то интересное, мы всегда обмениваемся какими-то, у нас есть вот общий чат, обмениваемся мнениями, мероприятиями. Кстати говоря, вот в преддверии Дня сотрудников органов следствия 24 июля у нас в центральном аппарате ведомства пройдет большой праздничный концерт с участием звезд российской эстрады. Мы туда вас тоже всех приглашаем. Если в это время вы будете в Москве, подойдите, мы отдельное пригласительное вам организуем. Но вместе с тем, мы же понимаем, мы молодые люди, нам, ну как, вот какую-то лекцию, допустим, или какой-то концерт, мероприятие, не совсем будет, наверное, комфортно в плане общения, друг с другом общаться. А у нас, вот все знают, игра «Мафия» такая есть. Поднимите руку, кто знает. Интересная игра, да? Вот у нас ребята разработали свою игру со следственной тематикой. Значит, называется она «Внутренняя проверка. Ночной отдел». Очень активно ее везде используют, в том числе в регионах. Я сам в нескольких регионах уже поиграл в такую игру. Мне на самом деле очень тоже нравится. Это в плане взаимодействия, коммуникации, во-первых, очень интересно, а также очень интересно погрузиться, ну, постольку-поскольку, но вот в такую следственно-оперативную тематику. Например, вместо мирных жителей там у нас следователи, которые ведут расследование, вместо там комиссара, это сотрудник ФСБ, ну и так далее. В общем, такая адаптация. И коллег из молодежных, вот руководителей и председателей молодежных наших советов мы тоже туда приглашаем, мы не только руководителей, да, всех ребят приглашаем, вот не дадут обмануть коллеги. Соответственно, и на базе нашего ведомства, и в российских студенческих отрядах, в общем, где только мы уже в нее не поиграли, и дальше продолжаем играть, потому что отклик очень большой. И сейчас ребята у нас разрабатывают другие игры, ну там настольные игры, тоже на следственно-криминалистическую тематику. У нас ребята очень идейные, поэтому ну, разрабатывают что-то такое, внедряют и обкатывают, что называется, на нас же, на самих. Как показывает практика, очень интересное взаимодействие происходит. Вот выезжали мы в ряд регионов, приглашали там и правительство области, представителей. И очень интересно, когда очень строгие дяденьки и тетеньки там в форме, кто-то, может быть, кто-то не в форме, ну вечером, допустим, приходят и начинают играть в игру. Внутренняя проверка, ночной отдел. Коммуникация складывается совершенно по-другому, и общение продолжается и по сей день. Кирилл Сергеевич, ну теперь нужно поделиться точно практикой такой, для того, чтобы мы все поиграли в эту игру обязательно.
Еще хочу как раз дополнить, про мафию начали говорить. У нас есть Академия лидеров ФАС, и ребята, финалисты, которые выпускались, они сделали антимонопольный крокодил. И мы тоже, когда собираемся своим коллективом молодежкой играть на столке, и в нее играем, и приглашали тоже уже именно просвещение. Коллеги иногда приходили из других ФАИФ, поэтому мы рады будем видеть и вас тоже в наших стенах. В чатах буду писать, приглашать. Я думаю, такое взаимодействие, оно поможет нам. Екатерина Руслановна. Разрешите добавлю по поводу второй части вопроса, потому что по первой все понятно, чаты онлайн. Мне кажется, самое простое, как организовать какое-то совместное мероприятие, реально познакомиться на каких-то вот таких форумах. Таких форумов проводится очень много. На сайте Росмолодежи можно посмотреть. Ближайший, как вот мы уже знаем, территория смыслов. Есть тут люди, кто вообще едут на территорию смысла в этом году? Ну, руки есть. Соответственно, там также собираются активные ребята со всей страны. Они объединяются, причем также по регионам, привозят флаги своих регионов. И вы можете также обмениваться контактами, и потом уже, приезжая в свой родной город, например, в Смоленск, вы можете объединиться с другими ребятами из других ведомств и организовать какое-то мероприятие. Мне кажется, вот такие площадки, они как раз помогут обменяться какими-то контактами, такими важными, значимыми. Юлия Валерьевна. Ну, у нас как раз сейчас первый такой опыт большого межведомственного проекта с Росмолодежью. И, конечно, про досуг мы включаемся во все мероприятия, которые нас приглашают, инициируем сами. Но в плане реализации своей профессиональной деятельности и вот нашей этой культуры служения у нас в Нижнем Новгороде сейчас проектируется на Гостарте большой модуль обучающий, и мы там выходим за рамки строительного комплекса, а уже объединяемся в строительную отрасль, то есть с нами будет в партнерстве Минтранс, и мы попробуем прокачать нашу молодежь на тему не только строительства жилья, но и инфраструктуры, дороги. И у нас есть отдельный трек в рамках нашего межведомственного проекта с Росмолодежью, которым мы очень гордимся. Он называется «Новый урбанизм». Это по восстановлению и созданию городов будущего в наших исторических регионах. Соответственно, у нас будет отдельный кейс, посвященный этому, про пространственное развитие и цифровые двойники, хакатон целый, который вот как раз позволит сформировать этот образ будущего у молодежи наших ведомств и у молодежи наших исторических регионов. Коллеги из Росрыболовства, может быть, что-то тоже добавите, так сказать, завершить? В завершение, не знаю, я вот как раз знакомился с коллегами из молодежных советов не в такой скучной обстановке. Для меня первое знакомство это был турслет Минфина. Вот это было гораздо веселее, потому что это было на открытом воздухе, это был фестиваль, это было очень круто. Поэтому я также хотел бы посоветовать чаще проводить такие мероприятия, где мы не будем скованы вот галстуками, где будет какая-то спортивная программа. Мне поэтому очень понравилось, что у ребят есть велопрогулки и вот подобные активности, и игры в том числе. Так что советую чаще пересекаться, в том числе не ждать какого-то форума, но приходить друг к другу в гости, вот, начиная от общения в чатах, всегда тоже вывешивать свои какие-то календари мероприятий и не дожидаться повода собраться, а собираться сразу. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, друзья, к сожалению, мы ограничены во времени. Я вижу, что еще остались вопросы. Я думаю, что вы можете задать их после нашего, так сказать, завершения нашей панельной сессии. Давайте еще раз поблагодарим наших спикеров. Они рассказали максимально все в ограниченное время, постарались все уместить. Они большие молодцы. И давайте поаплодируем себе. Вы тоже большие молодцы. Задавали интересные вопросы. Я думаю, что после нашей панельной сессии вы еще пообщаетесь с коллегами, узнаете много нового. Столько предложений к вам сегодня поступило. И прийти на велопрогулку, и поиграть в игры вместе со Следственным комитетом. Я думаю, что выбор огромный. Его можно, так сказать, хоть каждую неделю все слоты забивать разными мероприятиями. Еще раз всем большое спасибо.